Так, все, всем привет. У нас через пару минут начинается пришел презентации от Microsoft. Ага. Всем привет. Так. И тоже запустилась. Да, а я еще ковыряюсь чатом ВК, который не хочет подрубаться. А все, подрубился. Что-то в последнее время опять начались дырки с чатом. Так. Я сейчас отбегу. Я все-таки чай себе не сделала, не доделала. Ну я Хорошо. тут. Да, у нас тут минута еще до начала. Так, погодите-ка. Так. Честно, я просто без понятия, что нам могут сегодня показать, но вроде как у нас инди-презентация. Поэтому никаких крупных игр показывать не будут. В основном все по небольшим пройдемся, но тем не менее трансляция будет идти больше 1,5 часов. В том или ином случае, лично мне, ты сам как сказал, обещал, что будет Силксонг. Я сказал, он возможно будет. Как бы высокая вероятность. Вот слово «возможно» произносить не надо было. Высокая вероятность появления Силксонга. Ты просто моего маленького юного геймера, понимаешь, взял, опустил все его надежды и мечты. Ну, скажем так, 80% на то, что покажут. Отчет продлился еще на 10 минут. Что-то у них там неполадки, видимо, какие-то. Не готовы еще показывать. Знаешь, уж лучше маленькая задержка, чем корявое видео. Соглашусь. Тем более это повод тем, кто не подготовил чай, не подготовил печеньки, другие разные всякие вкусности подготовиться. Да, и тут можно ставить задротскую шутку про сраное ведро, ну да ладно. Hey everyone, I'm Aisha, a variety streamer based in the Netherlands, mother of 3 kids and type 1 diabetic. I'm a huge fan of management and simulation games, but don't ask me how I manage. Да, ну все мы понимаем, I honestly don't know. к чему эта рубрика. Hi, I'm the Real Vinny. I'm a wholesome variety streamer from the UK. I love to scream. I love to Мы все laugh. такие I love разные, но the все же fun мы vibes вместе. of any game. Did she say wholesome? Достаточно просто прочитать надпись внизу слева. I'll say it again. Спасибо, я ее тоже увидела, но не стала это озвучивать. Я тоже не озвучиваю. Толерантность, Oh, we're lying now. феминизм и прочее. И все же ты это озвучил. Нет, я так и не озвучил. Привет, Дима. У нас презентация от Microsoft начинается. Ну, пока еще только пришел. Основная часть начнется через полчаса. Но даже в рамках пришел, обещаю что-то показать. А говоришь, пока еще ничего особо интересного. I'm good. excited. I'm ready. I'm so terrified, Так but что I'm ready. ждем. Tatted Poodle, what's evil? So Evil is a multiplayer game similar to First Class Troubles and Among Us. So if you played any of Мы those games, все равно you're тут в gonna основном enjoy this ради one. So up to трейлеров. 12 players can enter the village of Evil together. But not everyone who, you know, who they say they are. You got some sneaky people out there trying to cause some... А так, Дима, если хочешь, присоединяйся к нам в Дискорде с обсуждениями, если хочешь. А сразу предупреждаю, в основном сегодня будут инди-игры.
so you can get them out of Блейд, there. привет. А, Ну, потому что это начало презентации, и пока что идет просто разговорный стрим о том, что типа мы такие, мы сякие, мы любим такие игры. Скорее всего, что-то в этом роде говорят. да, а так это еще и презентация Xbox, и это, тебе, возможно, тоже будет что посмотреть на будущее. И тем более, что я точно знаю, что будут показывать игры, которые появятся в геймпассе. Now, anyone can be a conspirator. Ну да, очень даже хорошо. В последнее время мы стали любителями геймпасса. There are some Ну а чё бы и нет, и если там можно поиграть в хорошие игры, еще и со дня начала продаж. So some people may have been talking about you. There's snitches, there's ops, as you can see around me. So when you get into the town meeting, make sure. Блейд, я не буду озвучивать и отвечать на это. Разумеется, нет. Someone will set you up. I feel like that was really targeted, but it's fine. It's fine. Не, ответить-то я ответила. But we can tell you that it's coming. Evil is coming to PC, PlayStation, and Xbox. So you can put Evil in the Да, но chat всё for more равно, info, блин. and don't forget to add it to your wish list. Начинает с болтовни. Плохой признак. Ты боишься, что будет один трейлер и много болтовни? Не, на пресс-шоу, скорее всего. Very Ну это сейчас вон нам полчаса всего показывают продлится. геймплей игры. Эвил. Не знаю, как правильно будет все-таки это озвучить. Или скорее Эвайл. Но это ближе к правде, но все равно не вроде, ну да ладно. I'm warmed up. No time for warming up. We warmed up. That's not fair. Возможно, Александр, возможно. The randomize was just for choosing your alias. Yes. Yeah. Но нам показывают какую-то ММОшку, Oh, it was to be long. судя по всему. Oh my gosh. We should have all changed our names to iShark. Ooh. Wow. Wow. That would have been so. Ну, типа, они в silly. шестером, да, играют в одну игру. И сейчас будут показывать геймплей, наверное. Okay. I'm gonna do my. Where's my house? Говорил, похож на какую-то ММОшку. Let's see. Okay, I just checked my abilities, Hold on. so I know Oh, who we're I excited. am. Oh А, my хотя God. не, это походу моба. Now I'm going ahead and find my first quest, so I can earn Yeah. some money. Nice. I have a question. Okay. Yeah. How do you know which one's your house? Is it Ну, based on Александр, something? это пока еще только пресс-шоу. Based on your color. It's your color. Если хочешь увидеть основную часть трансляции, приходи через 25 минут. Yeah. So your house is gray. That dark gray thingamabobber. Yeah, so you just have to look at your name color, and that's the exact Пока same что мы color смотрим that will стрим, match for your house. как 6 девушек играют в игру. Problem with the game. Okay. Геймплей. You know when it И, tells кстати, you that возможно, you я are даже on уже video натыкался на experience, эту игру где-то. that is still showing on my screen. Right. It won't let me click the OK button. Да, вероятнее всего. Меня больше волнует, что это за зона. Зона Хилаева? Oh, Он же... really? Это медик? Okay, then. И тебе привет от Александра, ну, Let me который go- из oh, yeah, Санруба. I see. Left the game. Okay, you know what? Let's try this Привет, again, Санруба. because if Oh, I get to be okay. the killer, I do want to get Rini. You know? В принципе, привет, чатику Экоса. Yeah, I'm gonna leave. We're gonna leave the session. Okay. And we'll try it again. You know, this is wild. to Хотя не, на мобу это Good, 'cause все-таки I не was the killer. I смахивает. didn't want to be one. Dang. My host rating. My heart was Ну, beating хрен so поймет. fast. I'm gonna go ahead and make a lobby right now. Okay. Okay. Просто я помню, что-то на So, днях Charlie, I'm wholesome, yeah? была какая-то моба как раз-таки с видом от третьего лица, но я не помню, как она называлась. I mean. А тут еще и показали интерфейс у игры, вот как раз-таки под мобу. Ma'am. Okay, the lobby is about to be up, and it's the same password. Может, это ММО с элементами мобы. Я не знаю, просто там реально был показано ограниченное количество скиллов, умений. В ММО обычно их миллиард. Wait, I really want to be. Ну и в ММО обычно там прям такая вот большая панелька, иногда даже в 3 ряда.
having the power. Я тебе больше скажу, когда я играла в Айон, у меня было 5 панелей. 3 внизу и 2 сбоку. Да, Которые я иногда они мышкой еще нажимала. переключаются на дополнительные. JK. I can learn how to type. That'd be good. Oh, is the password different? No, it's the same. А иногда некоторые панельки работают через комбинации, там типа через Ctrl, через A, через Shift. It'd be like that sometimes. Макросы ты имеешь в виду? Ну да. Че вот So, это? what I really like so far is that the map doesn't feel И это вообще тот еще дурдом stale. начинается, That's a good word прямо to use. Like, I feel карусель like I get умений. excited to find more things. Like once I actually know the map, I feel like I'll be really comfy with like getting quests. А игру done. нам в Right итоге now, I так и feel не like показали. really Они overwhelmed просто побегай because по хабу и every все. single time we played, I have done 0 quests. I'm getting. You didn't get any quests? Не, ну как я поняла, они взяли 6 разных классов, побегали по своим наставникам. И вот сейчас мнение об этих наставниках, видишь, о том, что... И Yeah. I think it's just, I mean, it's like. Я any только of your bigger предполагаю, Я без что знаешь, я их комментариев, толком не короче. You слышал. have to like get used to the map. Right. So it just takes just some playing, really. But I do like the fact that they've got the. это был arrows and охрененный stuff, the геймплей, tabs прям and все stuff, сразу so- понятно. Right. They also ping on the map Ну too. как, графику ты Like, if you увидел, go как to, like, ходит, the прыгает, ты town hall, увидел. Mm-hmm. You can go on the map and you can ping different areas. NPC which ты I think тоже is really увидел. cool. Yeah. Oh, do those show on your map? Это все я могу спокойно I из believe любого so, трейлера but we can увидеть. try it out Oh yeah, let's see. if Let's see. somebody Да doesn't kill me. блин, ты в любом трейлере то больше геймплея Don't увидишь, set us up because you might be чем barbarian то, что next. показали сейчас. No, I don't want to be. The barbarian is. I Ага, like ты the это скажи whack-a-mole еще stuff. про Старфилд, которым показали просто Almost everyone in here. Who Это- are we missing? I'm here. Oh, never I'm mind. here. как полумесяц появляется. Так много геймплея. Big day. Блин, Старфилда там, блин, чуть ли не Миссию показали, если ты не в курсе. Это потом, но сначала-то был анонс, там, как 20-секундный трейлер того, как Тизер это появляется совсем Луна. другое. Да, Ой, привет, полумесяц. Света. The last one was a villager. Привет. So then Мы тут ждем, когда закончится пришел, потому что пришел явно ждать нечего. that's Yeah. И потом начнется But you have to презентация weigh с that играми от against doing your Microsoft. quests. right, exactly. Yes. Okay, here we Didn't go. even think about Тут нам Ну, показывают погодите. какую-то дичь под видом того, что они играют. It's better. There are so many. Точнее, делают вид, что они играют. Okay. We should be looking at each other's faces when we Okay. get the. Нам показали сначала класс медика, теперь вот класс Сира. Я не знаю, как это переводится. No, because see, I don't like this creepy Я man тоже face. хз. It's But listen, Мгм. it's a Что это такое? y'all, that's messed up. Y'all just jealous of the drip. It's okay. Jealous of the drip. I love am it. Drip your way on back where you Ну да, вот как О, подписано внизу. кастомка из этого, видишь, как его, Хеллбой или как его? Кого? It's only В EGS игра очень хорошо известная, блин, не видишь? Бля, я не помню, как игра называется. Hell Nightmare, как-то так, что ли. Okay. I'm broke. Минтик, привет. Ну, мне тут Александр говорит, что Хорошо, Hello Мальчик. Neighbor. Ну, короче, привет, сосед. Как по-русски Да-да-да, называется? Hello, что-то, ну, я помню, что на Х называется как-то. И две- Hello и- Neighbor. Да-да-да, вот это кастомка из него. Спасибо. I'm just gonna follow the arrow. Can't get lost with this. Hello, neighbor. Hey, bite this. I've done my first quest. Wait, So I did some fishing. Oh, period. how do I close that? А по сути Можно они рыбку просто ловить? вот и бегают I и get distracted. I just be doing the по quest and get городу, back ну, up. типа по стартовому городу и просто страдают фигней. Happening. Oh, I got it. Huh? Got it. Wait. Геймплей минимум. How do I put the fishing pole back? I got some money. There you go. Oh, I get to keep Ну, Толку можно рыбку минимум. ловить. Hello? Oh, Yeah. О, выполнила квест какой-то, это, выловив одну рыбку. time. Wait, where's the first? Окей, ладно, немного геймплея Okay, I'm есть. scared. We've got 10 seconds. 7 seconds until Time to get what nighttime. I No, I want. want to buy some potions so I can stay alive. No. Oh, we have to hurry up. We have to hurry up. Ну, по везде сути- работает механика ловли рыбы. Одна я триггерю с этого, да? I don't like this. No, leave me alone. Leave me Oh alone. my gosh, this is so По scary. сути, блин, они практически ни хрена и не делают тут. Do not
Ну нам же одновременно всех шестерых не показывают, чем они заняты. Но может, смотри, они начинают миссию, которая делится на 6 частей, то есть на Не, вон, количество справа народа в видишь, это команде. 3 задачи. Найти того-то, найти того-то, найти того-то. Ну может, это ее личные задачи. Да. И Ну, по вот они сути... там должны за 2 минуты успеть это сделать. Ну, по сути, основной геймплей так и не показывают. Просто вот беготня по хабу. Is everyone still alive? I guess, the yeah. moment. I think so. No one's killed. Okay. Okay. No one died. Survive. This definitely Survive. I'm going back into Day my one class. got Но может, кому-то what это has и happened нужно. in the night. Опять-таки, Literally what happened. прошло всего I need to go 13 get минут my от fingers трансляции. back Ты to можешь не просить Hi. многого. Hello, Rocco. Вон, видишь, наверху идет таймер двухминутный, у него там 2 минуты на выполнение, Did I finish it? на поиск этого Wait, дяденьки. wait, I need to read more info about Trying to stuff. find a guy. Или чего у нее там по заданию. There's somebody up here. Oh, that's it. Depends. No, I'm at the trade shop. Найти один красный что-то там, блин, качество не слишком уж толковое, чтобы прочитать. Okay. Пока что предположим, что рубин. Ну вот, что-то нашла. В общем, она и нашла кристалл или рубин. Here we go. Can you have two entrances to your house? No, I think Нашла красный камень. Ой, как у них там трансляция лагает. Oh, there's one right there. Oh, wait a I minute. just found my next one. Your next quest? Yeah, I just found it. Oh, God. What is this map is so big. Че, как у КТ-ТОСа все на хомяках работает? But you can buy some at Defender, Ну right? слушай, это может и сам Xbox еще. Ну это их совместное соединение тоже подлагивает. Ну, не надо во всем. Че ты находишь? Везде все отрицательное. Относись проще. Any quest? Я не нахожу все отрицательное. Я недоволен тем, что показывают. I I okay. can do that. Which All right. Привет, приколист. No. Everyone's still alive. Мало ли, что ты недоволен, а людям нравится. Somebody's doing like Gotta do more. Gotta make more money. Okay, I can see it. Oh my goodness. Oh, This you have to wait. А мы ждем начала основной трансляции Xbox. Будем высматривать игры на будущее. Я-то думал, на пришел что-нибудь будут показывать, а в итоге смотрим на непонятно что. Пресс-шоу еще, да, вот Экос, ты слышал, озвучил, еще минут 15 будет идти. You need to be doing your task, bro. Через 15 минут должно все самое интересное показывать. Но тебе в любом случае тогда приятных снов. I need y'all to trap my house for me, please. Provide some. Блин, вон Александр говорит то, что In my door. уже дизлайков успели натыкать в трансляции. Who's gonna be? Someone's like, I'll give you Поздравляю. 5 coins. 50 на 50, в общем. Половина побед, половина For a поражений. trap. That's not enough. Это сейчас пресс-шоу еще идет. Через 15 минут должна начаться основная трансляция. Okay, bet. Да, Deal. где мы наконец-то это посмотрим на игры. Did anyone? No one died. Okay. Why did I А, die? типа 2 игры, из них 2 победы. Ну хорошо. Поздравляю со стопроцентной победой, I значит. don't like this either. Yeah. Я вот даже не понимаю, какого хрена они тут делают. Просто вот, I just saw someone. My quest is literally Слушай, я вот... Ты знаешь, я сегодня играла в Starlight. See, I got full health. Steel Rising. Keep it that way. Steel Rising, да? Oh. Done this. Wait a Ну вот, minute. может, они проходят обучение, Where's town hall? как я Here's town hall. проходила. Wait a minute. Нам показывают пока что обучение в игре. I'm gonna be late. Oh, we can't see where other people are either. Okay. Ну вот нахрена нужно, например, дать 2-минутный таймер? К чему он? Но то, что все на последней секунде успели в нейтральную зону. Why you late? Или финишную зону. В чем вообще суть тут? А, пут, до меня только сейчас доперло. Это аналог мафии. А, Among Us? Да. Go do your tasks. You can do them right Вот только now. сейчас доперло, к чему вот весь этот таймер, вот эти задания и все такое прочее. It's clink clink lockdown over here. Absolutely not.
I called this meeting because no one is dead. Как этот правильный жанр называется? Социальный детектив? Okay. Yeah. Okay. Yeah, I'm voting for the suspicious person. I'm definitely М. suspicious of that too. Спасибо, Андрей. I voted for Rennie just because I just. Повторяю, спасибо, это будет очень кстати. Зелик все никак не может мне их написать. I'm saying not guilty. Ну вот теперь хотя бы понятно, какого хрена они тут вытворяют. Да-да, раскудахтались. Но только теперь, смотри, получается, они... сжигают заживо. Да, это голосование в таком виде происходило. Типа сначала выбирай это кого, а потом голосовай это пощадить и убить. Да, считаю, что это дом 2. I've never been so stressed in my life, bro. Please. Oh That is my so god. funny. What is this over here? The way y'all just burned her like she was Even though I'm barbecue. dead. Ну, опять-таки, для этого есть, во-первых, сама мафия, есть Among Us. Игра, что попроще и поинтереснее, я считаю, в силу своей несильной объемности карты. Oh my god. Oh no. I don't know where these things are. Как раз таки оригинальная мафия как-то будет поинтереснее. The ghost, let me talk to you. Where are you? На мой счет, I'm the ghost whisperer. на мой взгляд. Еще раз спасибо, Андрей. Let me whisper to your ghostly self. What do you want to talk to her about? She got burned. Об Но этом можно. даже вот в классическую Потом. мафию я играл только онлайн. She wasn't even close. That's what makes it worse. What entire Я онлайн один раз поиграла, и мне этого шока хватило на всю жизнь. Это смотря где и как играть. Ну, сайт, если не ошибаюсь, так и назывался «Мафия онлайн» или «Онлайн-мафия». my god. 6. И А одна просто загружена моей вебкой. Light as a feather. Okay, so right now. Ну, и типа камера обязательно, все обязательно, и типа вы сидите с микрофоном, камерой, и там вас может быть 5 человек, 6 человек, 8 человек. Не, ну В я общем, как помню, наберется комната. ну когда я еще в школе учился, это было больше 10 лет назад, я играл в одну мафию, но она была без вебок, чисто, ну, через текстовый чат. At least now we have fewer people. I'm still alive. Now, sure. Okay, and no one's В died. любом случае, говорю, я вот, мы один раз поиграли в вечерок, Uh-oh. Positive killer. I love it. и нам этого хватило. I mean, that is Эмоции на a всю tactic жизнь. Let me see, how much money Мы do I have? встретили Let me очень do more tasks. токсичного 12-летнего подростка. I'm stuck on. I'm trying to find a mission. А эти There he is again. дикпики не показывай. I have no idea what this В том-то и дело, что я к тому моменту уже вышла из чата, но, скажем так, он в течение, во-первых, всей мафии, в принципе, картинки с телефона показывал, порнографические, и тыкал туда пальцем в нужные места. We love it. We love it. We love it. А под конец его обидел, не помню, какой-то мужик что-то ему сказал, I become он подскочил, крикнул, кто из нас из всех мафия, то, что мы все козлы уроды, и штаны снял. Но к тому моменту, когда он снял штаны, я вышла, и мне об этом рассказал You Олд. said nobody was killed. What you И мы mean? обещали об этом больше не говорить. You can dance. Да-да, So, вот я только хотел сказать, Where is the respect for the а тут там не все женщины. Stop it. Wait, what am I supposed Even the way that you were taken out was beautifully Ну, вообще, большинство из них, точнее, все они выглядят достаточно женственно. Не... Ну а вдруг кто-то считает себя боевым вертолетом типа Апач? Yeah, I'm going up to my next thing. Ну, вот, наверное, И та это, длинноволосая. еще какой-нибудь I can't небинарный. believe I spent all that time. Oh no. Oh no, I gotta go back home. Может, кому-то из них надо обращаться они. Wait a minute. Oh no. looking for a Слушай, ты на опасную территорию заходишь, Эка. Зачем тебе оно надо? Я не хочу обсуждать, this is really кого bad that we они, have to make кем они себя считают и the кого stuff они for the любят. antidote. Oh, I saw it. Вообще, это не мое дело. The antidote. I don't know how to buy the chocolate. And I'm sleeping И просто again. тут такой вопрос встал,
А вдруг мы кого-то оскорбим, назвав их всех женщинами? Right. You're sleeping. What is happening? Но у них же не подписано What's happening right now? под иконками, кто они есть на самом деле. Listen, don't bring your ducky self there. Есть же такое понятие, как намеренно оскорбить и ненамеренно. Right, really, what actually are you doing? You're dead. What are you up to? I know you're not sleeping. Ну так вот, я и заодно привел пару примеров, а вдруг вот так вот возможно. И даже если оно и так, нам об этом сообщат, и мы просто за это извинимся. Потому что есть банальное понятие вещь, что это было ненамеренное оскорбление. Forgot to do what I was supposed to do. Dang it. По незнанию. Я ж не лезла к ним в трусы, правильно? Что, за что бы, кстати говоря, мне бы срок увеличили, если бы я еще и в трусы к ним полезла. I don't know what this is in front of my house. I've never used this It in was front someone of my screaming, house, "There's a dead man. body!" Oh, Говорю, прекращай, Экос, и чатик вообще, хватит такие вещи обсуждать. Dig it out. Does anyone know how you get in your backpack? Fine. Это нехорошо. B. Okay. If you press B, you get in your backpack. Alright. Follow the air. I'm just picking up random stuff. Мы вроде как никого не оскорбляем. Hello? Make sure you at least keep space in your bag. Hello. I'm just trying to get. Вроде как. Ну, если, конечно, даже обсуждение такого не считается оскорблением. I still can't figure out where I'm supposed to go. tell me А то нынче это... Wait, what? Даже приветствие могут посчитать оскорблением, я не удивлюсь. I love this for you. Hello? Afterlife ain't all that nice. He's kind of scary. I hope that Ты поздоровался, но сделай это без уважения. real life you have. Ага. Я на днях смотрела сериал, называется «Два холма». Наш российский сериал. Посмотрела чисто из-за того, что там всего 10 серий, то есть короткий. Типа, узнать, что наши снимают. Суть в том, что мир разделился на баб и мужиков, и бабы живут там в охренительных условиях, там техника, электроника, а мужики выживают как могут там где-то, в лесах. Типа, бабы королевы, а мужики это обслуживающий персонал. I'm definitely looking at И, разумеется, один из аборигенов вот этих попадает с течением событий, разумеется, к ним в поселение Два холма. И помогает взрослой женщине донести продукты. После чего приезжает полиция и говорит: вы ее оскорбили тем, что не считаете ее достаточно сильной. Вот, понимаешь, абсурдность ситуации. Тем, что вы ей решили помочь, она что, разве сама не справится донести? Ну, высмеивание таких моментов. I know we about to win. Короче, дурдом полнейший. Не, ну просто говорю, это черный юмор немножко. Okay, so now, what are we? So, is there a way that we can win? So, Yes, we have to finish the task. вообще поехали нынче на этой теме. We're really close. I think you can see it like right above your quest. Oh no! Right above our okay, quest? okay, yeah, I see it, I see it. Oh, okay, I see, I see. Да-да, и до российских сериалов добрались повесточки. I There don't we feel like we go. should be doing that because now the killer's gonna go and panic. Они везде добрались. We can have a meeting and ask everybody what their roles are. I'm kind of curious to know. What... I think you can claim your role anyway. Let's see. Oh, Oh yeah, you where's the can. potion person? Okay, you Ну вот и I've been talking to some ghosts. лично, на мой счет, I'm just trying to все вот эти тайратные и прочие хреновины, они работают как-то антитайратно по итогу. But don't believe everyone. Somebody be lying. Нет, просто немногие задумываются над тем, что где-то, вот скажем так, есть хорошая фраза того, что твоя свобода заканчивается там, где ты заступаешь на мою свободу. И выпячивая все эти вещи на показ, ты ограничиваешь меня. Но никто не задумывается об этом, что типа сейчас это вот повесточка дня такая. Типа это сейчас модно об этом говорить. Но я же почему-то не кричу и не ору, что я такая обыкновенная.
Почему я обязана знать о том, что кого ты любишь, кем ты себя ощущаешь? Где в законодательстве это прописано, что я обязана это знать? Oh, I just took fall damage. Oh, did you really? They put full damage in this game. Oh my god. That's Oh, we're all up. А уж странную тему мы сегодня поднимаем. Это ты начал, и твой чатик. Я тебе говорила, что надо с этим прекращать. I don't know. Yeah, so I see we have a golden, like a gold. Это все трансляция виновата. Is that to escape? I'm not leaving my house. Давайте уже игры. What's happening? Я хочу узнать, во что я буду играть. Конечно, не в ближайшем будущем. Where? Who is it? Oh, It's unknown. Hurry up and what the heck? call a meeting. Oh, Where's everyone? what's I don't know when to stop. I don't know if И вообще этого мира виноват, что с ума сходит. What? everyone leave their See, house. I know who it is. I know I who do. it is. I'm Oh, confused. I know. Do you know what? I don't think it is. I stepped into my own trap. Да-да, вот в это и будем играть. Hello. Oh, please, hold on. What? Ну, по сути, нам сейчас показали полноценный геймплей именно одной I партии. was like, oh, Пока this до Mr. последнего. Right, but it was my trap. А Не можно уже выяснить, кто. закончить? I can't believe I took fall damage. Ну, у них сколько уже? Двоих-троих убили? No, А it их took, всего it took 6. like 15 of my health. I'm not cat. See? А нет, одного убили. Where is the town hall again? I'm scared. Не, Right. двоих. Одного как минимум били, одного казнили. Is there a Не, way ну to почему? recognize Вон the town сбоку hall on the значок map? смерти только у Oh, одного. no, never mind. Это от того, кого Yeah, I казнили. see it. I Let's see go. it. Сожгли Oh, it's on заживо. the other side. I see the issue Ну вот это тогда here. как-то странно. There we go. У двух значка вообще нет. Не, один труп я точно видел на улице Alright, so валялся. what can we play this on? What can we do for what? Oh, I In see. chat, what can they play this on? Currently? Вон, видишь, до сих пор труп валяется. Ну да, да, я вижу. А, ну так и у него и значок смерти-то и есть. I know I'm so Ну и два у тех, у кого нет значка, это все-таки получается тех, кого из игры Аллилуйя! выбили. Ура! Аллилуйя! Начало трансляции, ура. Да-да, я нам сразу показываю трейлер вот этой игры. Not even in their own homes. And the conspirators are to blame. They lurk in the shadows and strike when nobody's watching. All hope is not lost. Each one of you possesses remarkable skills that will aid Вот in your даже quest for тут показывают justice больше геймплея, and чем ability показывают to полчаса до not этого. only uncover the conspirators, but also prove your innocence. Ну вот смотри, один может оставлять копию, другой ловушку поставить, чтобы убить. Why be so lucky? Ну в целом, да, вот тут показать больше геймплея, чем за полчаса. Ну, буквально за пару минут. А вон, с 11 октября будет доступно. Я была права в первый раз, это Evil. В том числе и по геймпасу. Он будем играть через геймпас такое? Ну, только если один вечерок, опять-таки, ты же знаешь, мы в такие игры надолго не задерживаемся, у нас для этого есть Fall Guys. И Арамы в лиге. Так, ну ладно, а теперь до нас наконец-то добрались трейлеры. Game looks fantastic. A lot of chaos going on. I personally love chaos. It's exactly what I need for equilibrium. So you're Давай, here игры right now, в and we're gonna студию. have a bunch of game trailers. Не? We're speaking to people who know how the games operate. Hi, Pods of War. I see you down there. Hello. We'll be having some gameplay demos as well. I'll be playing one. А так вон, Александр, мы нашли тебе игру, в которой ты сможешь залипать в геймпассе. Я думаю, ты будешь ей рад. Now, chat, as you know, the best part about being on Twitch is that it's interactive, right? Like you. Особенно вот после такого получасового показа. We're live right now. That's why I can live react to all of you right now. You are part of this experience, so please make sure that you send your thoughts, you send your questions, you share your comments in chat.
as long as it's appropriate, if you know what I mean, because they'll be stricken if they're not. And we'll highlight them or show them off, or we'll speak about them because you are a part of this show as well. And chat, as you may or may not know, all the shows on Twitch Gaming are co-streamable. So if you're watching right now, you want to vibe with your own chat, and you're like, oh, I wish I could do this too, you can. Just go ahead and do that. Co-stream with your own chat, your own channel, and talk about all the wonderful things happening today at ID, at Xbox. For all the new games, the demos, the developer interviews, all this, it's gonna be like amazing. I promise you, I would not lie to you. And if I did, I apologize ahead of time. Also, for future events, Но я вижу у нее там на фоне Halo 2 на экране. Я вижу кучу приставок. At 6 p.m. JST, or 2 a.m. Pacific if you happen to be up that Я early, вижу кучу which дисков. is 5 a.m. EST? ET. We'll call it ET for now. И So that's what we're картриджи. going to do then, so make sure you look forward to all that. Now, we're going to be showing off a bunch of trailers of new games, as I keep telling you, because I want to hammer that home. Indie games are just so И у fascinating него and картина wonderful. Гейба We've had a Джонса из wonderful Портала. amount spread out this entire year. Блин, They're all зачем ему bangers. два свитча? Some of these brand new games we're going to be showing off will be Ну, available первого on поколения, Xbox Game второго. Pass. And that's the good stuff, right? We love having our Game Pass and saying, Типа "Oh, разные we got дивизии. nothing to play." А, точно, обычно And then the свечи, next thing you know, свечевать, you're like, типа. "Oh, wait, I forgot I have Да-да-да. Xbox Game Pass." So the good news is Но we нижний как раз actually вот have розовый, он свитчлайт. Но a set я of вообще-то trailers думала, что это to show PSP. off for games just like that. So do you want to see some trailers? Yeah! All right, cool. Good feedback. Take a look. First package. Все, будем считать, на этом у нас пришел закончилось. И Ура! переходим к основной части трансляции. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Всё, что-то красивое, да? Нет. Привет, Виталий. Как раз это на основную часть презентации пришел. До этого ничего интересного не было. Ну, мы играем за чумного доктора, который всякие разные лекарства взращивает. Нет, тут, знаешь, скорее что-то вроде и царя в мире, и это... еще и за фермой присматриваешь. Да-да. И будешь в геймпассе. Ну, у нее есть котечка. Да-да, можно будет потом вечер как-нибудь потыкать, да? Угу. Так, 4 игры от Skybound Games. Так. И их добавляют в Game Pass. Вот. Walking Dead. Все 4 сезона, видимо. Да, там сборник, все 4 сезона. Так. Rainbow убили. Платформер, судя по всему. Ну так, презентация Симулятор Xbox. карманника. А и вот, который нам только что еще показали. Четыре игры от одной студии. В Game Pass. В этом году. Ну, расширяются, ребятки. А чего бы нет? Skybound Games. Да, я ж не говорю, что я против, я просто говорю то, что расширение магазина. Расширение подписки. Да. Да. Give me two more. Like, give me more of that. Give me more of that. Like, everybody loves to do, like, Telltale series, right? People fall in love with the entire storyline and have their favorite moments, so, of course, we're Не, all вот, on board for that, если right? честно, вот, And если graphics, брать вот Becca, эти I вот, see you in chat right now, the big con, I ну, need ходячих that. от Yeah, I Telltale. need that as well, Первый because сезон one все of those нормально, вот little дальше comments in the уже не speech то. bubble said, "Why is the store always so crowded?" And that's me.
That's why I do my grocery shopping at like 2 a.m. if I Вас can. I don't want оставив people бы на around me, первом so I know сезоне, было бы exactly вообще how that замечательно. А вот feels. Homestead, последний I сезон kinda они look вообще pretty даже не cool допили too. в итоге. I wouldn't say Обрезанную what game it версию reminds me выкинули, of, потому but что anytime I can студия walk закрылась. around any Привет, terrestrial Хедин. surface and harvest Ты многое plants не or examine пропустил. plants or possibly Ты make как it раз my фактически home, вовремя пришел. I Показали Не-не, только одну игру. think about Там именно И издание, 40 объединяющее все hours in the сезоны. first day. You might say, Adrian, there's only 24 hours in the day. Not when you play games И like 4 that. игры, которые There's добавят more в than Game 24 Pass. hours in the game like that. And look, Lone Ghostbusters said, dude, The Walking Dead season 1 had me crying so hard at the end. I feel you. I feel you. That's why I don't play those Но games это anymore. без 'Cause I don't спин-оффов have time to вроде. be that Ну, я не emotional уверен. all the Вроде time. без спин-оффов. Только But вот if I knew a основные way to 4 do it, then I'll play сезона. those games. Whole bunch of games coming to Game Pass. Obviously, great things to look forward to. And we're only Возможно, 7 там minutes еще отдельно deep in this Мишон cast, right? выходила. Еще там How вроде exciting is что-то. And the best part is that even though we have all this Да-да, happening, там на фоне еще we have Каеври people here to speak болтает. about games as well, so it's not just me rambling away. We are going to talk about a little game called Call of the Wild: The Angler, and I'll be joined by our first guest, Rushy, okay? А вы Now, here's думаете, something I что need you чатик to только у understand него, about что ли? this. У Экоса? The Angler is an open world fishing game, and it's designed for players, right? To explore the vast and varied beauty of nature, right? Because we love that. I'm talking Спасибо, about riding the Хидин. open Не, ну в waters любом and teaming случае, up может, with ты себе friends and присмотришь enjoying a какую-нибудь truly игру. immersive fishing experience. Я Because who пока doesn't себе love doing ничего не that with all your присмотрела. games, right? Да, и еще б ведущего Before we say заткнуть. hello, by the way, to Rushy, why not just show you a little gameplay Ты можешь montage, просто right? тише A его trailer. сделать. Take a look. Не, я про то, что это... Вырезать моменты с ведущим. Чтобы посмотреть на игры. От создателей Hunter Call of the Wild. Они, кстати, по рыбалку выпустили недавно игру еще. There's something about this place that makes all your problems seem, Ну так well, его же вроде как раз и small, I показали. guess. Разве нет? Out here, you're free at last. Не, там именно это... Вот, Definitive Series показали. А не Final High Season. mountain lakes to gorgeous valleys. Завести его не так уж дорого. Если тебе интересно, Хидин, я расскажу как. You'll make memories Выйдет в for life. 115 рублей. But if you're gonna take home Не, ну more блин, than the story of the one that они got решили away, показать The Angler, you're который уже gonna need вышел. your wits about you. Fish will spook if you don't approach 'em right. And you'll need to use the right gear at the right time in the right place. Игра от создателей симулятора охоты, но только симулятор рыбалки. And ready to lend a hand if you need it. So, Понятное дело, what do you Хидин. say? Let's go fishing. В любом случае, спасибо, что посетил. The Angler. Да, вон, доступно сейчас. А также еще и по геймпасу. Я внизу прочитал мелким шрифтом. Не, кстати, вот по геймпасу можно будет это зайти и немного порыбачить. Вот так пару вечерков. Глянуть, что там наделали. Рыбалка вживую все равно интереснее, чем в игровом формате. Но это кому как. Ultimate Simulator 2 вроде тоже недавно вышел. Yeah, wonderful. Не, вот вживую я давно на рыбалку не ходил. I have friends who love fishing and they love playing fishing type games. They love getting caught up in fishing and games that aren't even about fishing. So, how did this all come together? The idea of saying, you know what we should do is make a fishing game. Да-да, я понял про что ты... Ну, Вроде да. тоже недавно вот выходил где-то. Хидин, вообще так-то, ну, лет с 8-7 рыбачу. А в Турции даже ездила на рыбалку, охоту на акулу. Серьезно, на У акулу. меня был спиннинг. Свой личный. У меня где-то в деревне спиннинг лежит, который я уже больше 10 лет не трогал. Хотя не, лет 10, ну, может, и там 8, даже трогал его еще, но позже точно нет. Я даже не знаю, в каком у меня там сейчас все состоянии. How do you populate a game like that where it's just not a patch of grass here and then suddenly a У меня был waterbed to набор fish in? крючков,
набор грузил, Been one of our biggest challenges was trying to work out how do we вот, actually спиннинг. build a systemic system that populates this massive open world with Ну, a variety of Хиди, fish ну, у species. меня мама So we had обычно, to если create a она system which simulates a lot of the каким-то elements делом of занимается, depth то of она к нему water, относится the turbidity of радикально. water, И у нас temperature, рядом с etc. All дачей как these раз crazy вот stats был and небольшой things that then прудик, в decide котором я where the рыбку fish are ловила. placed and И when она they не spawn купила relative to the обычную time of удочку, day, а сразу to купила make sure it's спиннинг. a, you know, realistic fishing adventure Не, у where меня you need вообще to go пруд out, сразу за pick your огородом spot, use находился. the right gear То to есть find the захотел fish that you're порыбачить, after. просто пошел за огород, все, рыбачь. Ну, у меня примерно так же. В 70 метрах от дома. Пойдет расстояние? А так еще в 1 километре от дома река проходит. Пошел на речку порыбачил. Если не хочешь Един радикально, это прям совсем радикально, это когда динамит ты кидаешь, чтобы вся рыба оглохла и всплыла. И если по-тихому для лентяев, поставил сетку, пусть сама ловится. So again, if you go to certain locations, you're going to get a better chance to kind of try and catch one of our bigger diamond fish. That is the most appealing thing I can think of because it's easy to get lost. Like, it's just so cool to play fishing games where it's just always daytime, but the idea of having a day and night cycle and the depth of water matters. And I saw in the trailer too. Я помню, как-то с дедом на катере гонял это, сетки браконьерские доставали. Do we just get out and walk and run, or how's that operate? Ну, он тогда какое-то время работал, не помню, где именно. Ну, вот там просто вот по округе тогда сгоняя. Он в одной еще так сом был, я точно помню. И он мало того, что, часов 5 после того, как его достали живым был, так и еще и в ванне потом некоторое время плавал. Jump in the jeep, jump on a boat, and go on a fishing adventure together. You are speaking my language, and plus, I love the idea. I've played many games where you can kind of get inside a vehicle and drive around, and I love. Я хз, как он вот эти часов 5 и без воды прожил. Блин, я надеялась, что нам будут подряд трейлеры показывать, а не про каждую игру по 10 минут. Я тоже надеялся на это. Тем более нам показывают игру, которая уже вышла. Вроде в прошлом месяце. Which is one of the fastest ways, one of the most direct ways. It looks like it's heading towards the old sawmill over there. So we've got like a really good variety of like, points of interest and locations that make the world worth exploring. But around here, Александр, это же инди-презентация. Не ожидай тут дорогие тайтлы. Really good rigs there already. It looks like he's been playing it quite a bit because of course you can buy new gear, personalize your gear, etc. to try and target specific. Он завтра еще что-то майки хотят показывать, может там будут какие-нибудь дорогие тайтлы, но тоже не факт. You're right, there are plenty over there. There's another question from chat too. Хотя там, завтрашнего дня в основном японщина будет. Yeah, so at the moment we've got one open world called Golden Ridge Reserve, and in that we've got 12 different fish species. So I think you can see them right there. So you've got the likes of rainbow trout, mountain whitefish, northern pike, yellow perch, channel catfish, bluegill, smallmouth bass, largemouth bass. I could list them all off. And of course, as you've probably seen with the Hunter and what we've done in the past, we've always expanded upon, what's included in that day one release. So hopefully you'll see a lot more down the line as well. Ну, типа, вышел на пляж. Приколи с хренов. Еще удочки в руках не хватает для полного погружения. Развлекается. А, ты про это? То, что там ключи тебе выдают где-то?
No, we operate a very ethical form of fishing here, so it's a catch and release. You know, we want to Не, ну make sure неплохо the fish развлекся, go чувак. back into the water, and we want to look after our friends. Ну. So, Но он, конечно, выделялся все равно из картинки. Ну, хоть какое-то развлечение. Да. There are people who will do fishing as a way to just kind of pass time by. They're not really sure what lures to use or what line to use or even what the edge of the dock is actually called. And then there are people who do this for a living or have someone Покажите нам teach them. How игрульки do you еще. strike that balance between welcome to our game, I know nothing, and welcome to our game if you know everything? Yeah, that's always a really tough balance to try and find. You know, making sure that those who fish in real life can just jump in unimpeded and play. Если Versus those кто-то who are new to должен, fishing, то because это we я. want to appeal to a wider audience. And as you mentioned, что много болтают. there are lots of games out there which don't focus on fishing but have fishing on the side. And we Так, wanted to kind ты of меня bring those неделю type of назад people об in as этом well. So предупредил. we've got that Обещал first-time инди-игры. user experience for the first Инди-игры, half an hour, конечно, so я we really вижу, kind но of guide you through all the я basics and teach хотела you a lot. увидеть But then we want the что-нибудь social side новенькое. of things whereby because you're in a seamless connected world of Ну, перед этим уже показали новенькую игрушку. А, типа ты по всем пунктам уже все выполнил, да? Ага. Блин, если они так вот и будут показывать, то получается за все 1,5 часа трансляции они покажут, ну блин, игр 5. Ну, по 10 минут на игру, я и говорю. Не, ну если по 10 минут на игру, то тогда что выйдет? 9 игр? 9-10. Не, про DMR я не говорил, что хотел бы сыграть. Ну, да, говорит, интересно, но я не знаю, буду я в него играть, потому что это не из тех проектов, которые прям сильно хотелось бы. Ну, просто вот сыграть можно. А у меня список не убавляется из того, что я хотел бы. Вот прям именно хотелось бы сыграть. Стопудово. Well, you can get more updates from Call the Wild Angler at cltwtheangler.com. Of course, you can follow us on Twitter at, again, cltwtheangler. And if you want, jump into our Discord as well. Nice. Thank you for your time, Rachi. It was an amazing experience. You really brought the knowledge forth. Я говорю, я не особо горел желанием в него поиграть, просто как бы... Если что-то просто вот можно. Thank you very much. It was a pleasure. And everyone else, hey, if you liked the gameplay that you saw just now, it turns out we're going to watch some more of Classy Packs. Doing more of the maybe he'll walk on water. I don't know, but the best way to tune in И все же я склоняюсь к тому, что это у него PSP красного цвета. Play some more of Call the Wild the Angler, and then we'll come back with more stuff right here at ID at Xbox Fall Showcase. Stay tuned. Может, кто-то и хочет. Good stuff. Yeah, all right. Но это надо скорее в Дискорде спросить. Блин, мы вернем через 3 минуты. А пока посмотрите, как чувак рыбачит. Он так тянул, а она мелкая. Да тут не было прям это какого-то сложного вываживания. We're gonna go a little more over deep into that pocket, and we're gonna get another one. There's a big one in there, and I can smell it. I can smell it, I say. There's actually one, there's a big one right there. Ooh. We'll get it, we'll get it! Watch. Watch. Learn. All of it's still tasting. I still haven't even gotten. Но, блин, из того, что я С другой вижу... стороны... Но с другой стороны, рыбные симуляторы хороши тем, что, ну, ты сидишь дома в комфортных условиях, в тепле.
Еще, да, расслабляешься. Живую удочку закидывать не надо и вытягивать. Единственный минус, что рыба к тебе не привозится. Но я вон проводил несколько этих... несколько стримов по русской рыбалке 4. Все как положено, с водкой, с салом, костром. Тогда это не русская рыбалка. Не, это как раз таки будет русская рыбалка. Когда забиваешь хрен на рыбалку и сидишь бухаешь. Это истинная русская рыбалка. Не ела никогда уклейку, не знаю, что это такое. Я вообще рыбу не переношу. Пару раз пробовала есть селедку. Вобла, вот это я еще знаю. Пару раз пробовал есть рыбу. Она сразу же просилась обратно. Еще ели скаты и сама. Ну, я, в общем-то, да, я тоже не особо большой любитель рыбы. Так что, как бы сильно я в детстве не любил рыбачить, кушать рыбку я не мог. Вообще никак, есть только сушеную. Also, make sure this entire time that you're chatting along, your comments could be featured. Look right down there. This is live, happening right now. That is Demetrius, the Bean Lord. Вот все это меня понимает. Единственный вид, в котором я могу подкреплять рыбу, это сушеная. Все. Под пивом. Неплохо. В любом другом виде она у меня сразу вылезает обратно. Очень важная информация. Но у нас как раз про рыбалку тема. Рыбалка, рыба, мне кажется, тема связана. Не, я про то, что ты ее не переносишь, этого было достаточно. Этого знания было достаточно, поверь. Я еще ближе с тобой становиться не хочу. Не, консервы я тоже вообще никак. Еще одна игрулька на сегодня. Забавный способ пройти препятствие. Ну, если ты от этого не умираешь, то почему бы и нет? Блин, но дергать... Пошаговые боевки. Вот, ну, чтобы дергать стик для какого-то действия, это тоже тот еще гемор. Просто понимаешь, стик туда-сюда. Борн Бред? Серьезно? Рождение хлеба? Ага. Ты даже смогла перевести. Ты не так безнадежна в английском. Я не могу на нем разговаривать, но некоторые слова же я же знаю. А чё это за фигурка у них сзади? Если я тебе скажу, что похоже на собаку, тебе этого будет достаточно? Нет. То, что это собаки, не так понятно. И то, что сверху... И то, что вот сверху еще на картине персонаж из Animal Crossing, тоже ясно. А в коробке не видно, что. Да. Obviously, anytime you create a game, you want to go your own way, right? Even though you have an inspiration behind it. So, as you take cues from
PM along the way, right? What are the things you're looking to do in this Кто-то game он to set it написал, apart я from и games like ВХФ. that? Okay, well, there's a couple of things. So while Вот we take икру я тоже inspiration не from ем. it, we don't like aim to make a spiritual successor. Я So вообще we бы- Ну почему в introduce суши? at some points, Хотя ты не but Юрий. we really try Я to, суши вообще ни разу даже не Почему? пробовал. find the core aspects that made the early Очень games странно. really special for a lot of А вдруг people. бы тебе не понравились? So, Не, for просто instance, понимаешь, we get вообще linear любые story, морепродукты у which меня на takes you них through, аллергия, 5 можно сказать. distinct regions, which Не are переношу like их themed вообще. worlds. And each of these worlds have their own set of characters and unique locals to meet. Some Ну of вот them have речные side морепродукты. quests and things like that. And throughout those regions, you'll also be able Просто to вот meet characters that полнейшая will accompany you несовместимость со through the мной. rest of the game. Yep. I love that answer, and my eyes lit up as soon as you said side quests, right? A linear game, but also, hey, here are like 5 little icons saying you А can вот do с молоком this я if you лучше want to, картошку you don't жареную have поем. to, but the option is there. Вот это And I love деликатес. that kind of stuff. And if we're thinking about, you know, Жареную Paper Mario, картошку we'll с say the name. молоком. Да. If we're thinking about a game А не like вареную that, картошку, are we gonna которая find станет ourselves пюре. having to get, like, Нет, you know, молоком. pen and жареную paper to картошку. track things like hitting blocks left, right, middle, if you know what I'm saying? Yeah, well, okay, first off, before answering your question, I just want to put Именно a вот little disclaimer жареная that what you're seeing картошка right now с is, молоком footage from a demo we released является last year. деликатесом. Okay. So it's a bit rough around the edges, and a lot of things may have changed, but it still It is? represents pretty well the core aspects. Yeah. Yeah. Wait till you see the game. Yeah. So we don't have to worry about any like story spoilers. Забавная or игра, things будешь like that. играть? It's really like self-contained. Okay, So yeah, to answer your question, about Тебе вообще side как? quests, we decided not to go with quest boards. Instead, Okay. what you'll do is when you meet an NPC and talk to them, some Мне may have сложно side quests сказать, available. And, но when they я do, думаю, ты понимаешь, что меня they'll be сейчас added выбивает to из your колеи. journal, which is like your in-game menu. And you have like multiple Не ones совсем. active at once, and we 2D really try to make персонажи it, в like, 3D feel мире. organic. Like you talk to these people and Понял. you decide to help them or not. Yeah, and all То the есть все heavy не lifting for плоские. like tracking and stuff, that's done on my end. You don't have to keep track on pen and paper. Yeah. It'll be pretty clear what you have to do at all times. Ну так, Александр, я You are an A1 programmer. Thank you so первые much for 16 лет keeping своей that. жизни прожил все. It means a great Мне deal, right? привычно When you're вот looking так at a вот game like кушать. this, do you have your little log right there, right? Your little registers, so you can use that to keep Я track ж of из everything. села. Will there be some backtracking as well? So if I end up in biome 2, will I find myself going back to biome 1? Вот, а потом уже, Well, actually, that's all the получается, fun things in the game. There's после 16 лет like we said, в город перебрался everybody для that you учебы, meet потом has his own после армии special вообще ability, переехал в and город. that can be used to do different things. For instance, like the raccoon character. А теперь у меня еще и that we прописка showcased городская right есть, now, так his что name все, is Lynn, and отныне he я can dig up городской mounds of житель. dirt, and he can open paths, he can find treasure in the ground, and that's really cool for Знаешь, also как backtracking, говорится, 'cause, when you можно have вывести access to a человека certain из region, деревни, но you деревню can из go человека back нельзя, and then так что do ты all все the еще stuff that you missed деревенщина. out on with the Но с new пермской buddies пропиской. required, and that's really great. С We have городской some пропиской, shortcuts раз that, уж are super на то weird пошло. sometimes, like there's one in the Ну, forest чтобы that's это just like an old subway грамотно that было и reaches правильно into, звучало. the city area, and it's really fun, like to just walk around and discover the shortcuts. Yeah, and the point I want to add to that is that, you know, while we stick to like a linear story, we wanted Это to была, если что, allow шутка. like exploration and optional stuff you can do between story beats. So you could find like a secret path to a Визуально whole игра level that приятная, тут я doesn't ничего isn't сказать не могу. necessarily or, Но я бы ее has предложила lots of, like, детям, neat stuff hidden честно in it признаться, and, лет до 10. Yeah, treasure. Котети. Ему 14. Все равно. Котети. Или... Is that one of the abilities you get to turn flat and make Не yourself a знаю. parasol? Людям, которые любят играть, но не особо имеют возможности во что-то играть. В плане того, что, типа, там, детьми занимаются или еще с чем-то. И, типа, и ты поиграешь, и с ребенком поиграешь. Короче, от них и делать. Но это, опять-таки, мое личное представление об этой игре, а не... Не, ну некоторые механики тут довольно-таки забавные.
our friend Loaf right here. Про то, чтобы сплюснуться и куда-то проползти, это да. И пролететь. Вот недавно было. Да. Yeah, of course. I'll go ahead. That's the battle broadcast. It's basically like a Да и боевка тут тоже довольно-таки интересно сделана. Вроде как пошагово, ну вот выбираешь там что-нибудь где боя, но при этом можно еще что-нибудь натыкать для того, чтобы усилить эффект. Какая хмурая птичка, они сейчас мимо прошли. Yeah, it's like our take on Paper Mario's crowd system. We try to like modernize it and Напоминала тебя по things понедельникам. that I think players will really enjoy. Yeah. Sometimes they just say some of the weirdest stuff. Yeah. No, that's so it's really weird and cool. They're angry. Look at that. Она получается карточная, пошаговая, с QTE элементом. Да. Но тут, понимаешь, она не ну, вряд ли это можно сказать карточная, это просто в таком виде отображено как карточная. Просто вместо обычной менюшки это изображено картами, во. Но она не карточная. Я поняла тебя, окей. Like a flax it's like a superpower later on. Is there an evolutionary period at all, or a way to buff up with items? На тебе луком по башке. Ну, там вон атака, защита, но остальные два там, наверное, что-нибудь типа поддержка, там это предметы. Че, реально там все-таки чисто финальный сезон, а нахрен так делать? И все 4 сезонов давайте возможность поиграть чисто в последний, который как раз таки недоделанный, обрезанный. Не, как бы основной сюжет они тогда все-таки завершили, но пришлось им обрезать его. All-rounder's very safe, other than, you know, who's gonna get KO'd first, me or you? Да мне по мне второй уже так себе. Привет, Игорь. Да с чего бы им показывать GTA 6, а? Во-первых, это Microsoft, а во-вторых, инди-презентация. А GTA 6 вообще не ожидая официального анонса как минимум в ближайшие года 2. Ну ладно, как минимум ближайший год-то уж точно. Но через 2 года, может, да, там что-нибудь покажут, там какой-нибудь анонс, тизер. Чисто мы его делаем, и не более того. И уж если Rockstar и будут что-то анонсировать, то явно не на презентации Microsoft. Они это просто сделают отдельно. Сами. Даже не в рамках какого-то мероприятия. Они сами по себе живут. Просто однажды скажут, вот и у нас будет такое-то, все. Я вообще не припомню, чтобы они участвовали в каких-то крупных выставках. А вот то, что синенькое, это вот где-то я видела эту штуку. Что-то знакомое. Может, это Рики и Морти, вот эти синие, я не помню, как их обзывали. Их напомнило. Не, мне кажется, я в каком-то платформере видела. Wasn't that neat, Chad? We've already had a fishing game, and now we have a game like, you know, that other game, right? So ID at Xbox is popping right now with cool titles, whether through trailer or gameplays and things like that. Turns out we're not done doing that. There's going to be more gameplay coming up, and guess who it features? Oh my god, it features me! I'll be playing video games. I get a chance to put my hands on brand new games. I'll be doing it live in front of all of you. So this next game, by the way, is going to be really fun, okay? Spider Heck.
I'm not cleaning that up. Spider That's the Hack? actual title. It's called Spider Hack, and it's a non-stop co-op brawler. Ну вот Spider Hack давно уже вышел, насколько я знаю. Spider soldier, okay, capable of И slashing нет. and blowing enemies to bits. And then from the devs of Never Jam and publishers. И тогда бетка Не была. могу ничего сказать Let's по go этому ahead поводу. and take a look at the trailer, and then I'll jump in to play. Ну то, что поиграть можно было у него, это я точно помню. А это разве не то, что ЕГС недавно... А, нет, не то, что Нет, ЕГС раздавал. его точно не могли Другое. раздавать. Да-да-да. Я перепутала с другой игрой Spider. Тоже про паучка, которую ЕГС раздавал. И вот тут именно вот такие вот смачные батареи. Ну, как бы с друзьями можно Ну, немного... червячки только в паучки. Не, ну червячки пофиговые, тут это... Режим реального времени. Но в целом, да, так вот забавно, можно чисто так вот с друзьями и посидеть, это поугарать немного. Ну так, на вечерок. А он 22 сентября. А, это может консольный релиз. На Xbox их выйдет. Но про ПК там не было ни слова сказано. Хотя вон есть, на тебе. Не, просто я понял то, что, блин, в Стиме точно была, можно было поиграть. Now, this is me. I'm actually controlling it. How do you have proof? Because look, here's my controller. Да-да, вот на ПК была бетка. That's me moving left. That's me moving right. This isn't one of those demos where we're pretending like we play it at the same time and this is not live gameplay. It's all rehearsed. And I'm like, oh my god, hurry up! Close call there. Yeah, really close call. This is me playing, so I hope I get good really quickly. All right. So let's take a look around at what's happening. There's the title, Spider Hack. Shout outs to that. Hold any button to join, okay. And right here is a little А может и как они доступ запускали. Oh, it's a rave party. Интересно, а зачем цвет менять у фонарика? А просто так. Crime scene investigator. Поржать. Versus battle. Need at least 2 players needed for that, okay. I don't even know one other person, so Не, ну сама по себе, блин, довольно веселая игра. Так помахаться. Я помню, как в детстве это... Ну, когда с другом любил залипать в игру, называлась Рагдал Масти. Там, ну, просто вот и человечками летай по пространству и это, сражаясь против таких человечков. А потом через какое-то время я узнал то, что игра у меня работала медленно из-за того, что комп не вывозил. И потом, когда уже запускал игру на другом компе, просто смотрю... Он себя подорвал, что ли, получается? А игра капец какая шустрая, на самом деле. Но я ее, кстати, так до конца и не прошел. У него меч-то подлиннее. Померяешь немного мечами. На тебе. Ну да, с мечом против дробовика не попрешь. Не, она забавная, да. Но опять же таки, ну, зная нас, это нам очень быстро надоест. Да, просто так, вечерок компашкой собраться, порубиться и забить. Objectification. Your web can attach to enemies on cargo. I don't mind slowing down time. Let's go Blade Master. Yeah, modifiers. Are we winning? I don't know yet. Блин, а как же арахнофобом в это играть? Никак. Просто не играть, да. Да. Утопился. Сам себя убил. Это знаешь, вон это... Игра-то вышла в мае вроде, V-Rising, ну, хоть и в раннем доступе.
Там арахнофобы, пожалуй, то, что это... Одного из босса прям сильно испугались. И не могут с ним сражаться. Очень страшный. На паука похож. Чтоб ты понимала, вероятность это, ну, диаблоид. Я поняла тебя. Ну вот смотри, здесь получается есть кооперативные и индивидуальные испытания. Он сейчас один же. Да. Против роботов. Ну, в соло. Да. Ну-ка, разные режимы все-таки. А ты думал, будут только PvP-шные бои? Почему нет? А все остальное потом просто бы добавили, как обновление, дополнение. Вроде и это, когда он запускал, это был режим выживания. Ну, чисто волны пережить. Еще и карты при этом меняются. Вон, и 3 хпшки. It's like made of blades. Oh no no no! I'm so sad right now. So it looks like it's not just this way to play, right? There's different ways to play. There's PvP, PvE, co-op. As I said earlier, I don't know how co-op works because that would require a friend. Leave me alone. Please spawn. Okay. I'm terrified. Беги, беги, паучок. Ничто не сравнится с дробовиком, я так понимаю, в этой игре. Не, ну если, например, световые мечи тут работают так же, как и в ЗВ, то дробовик будет немного бесполезен против него. Но если им грамотно пользоваться. Это Немот. Он просрал. Ну, если тебе интересен Burn is a Bread, или как так, или симулятор рыбалки, или вот симулятор паука, то ты пропустил многое. А так, я думаю, ничего интересного. Да. Ну, хотя там был еще аналог Among Us, но только с видом от третьего лица. И еще одна игра, блин. Ну, так до конца не понял, к какому жанру его отнести. Not to get so close to enemies when they explode, Из but I тебя also убил. wonder later on too how dynamic it's going to be when the levels get harder, right? Because we're on wave 2 right now, and I imagine like. Ну, там скорее как приключенческая игра с элементами симулятора фермы. Как-то так будет правильнее описать. Okay. I'm just gonna stand here and do this. У меня есть длинная палка. И она укорачивается, между прочим, после каждого удара. Да, ломается. Такое бывает, знаешь ли. Не, я просто про то, что есть механика такая. И у нее жизни, кстати говоря, прибавляются. То есть у нее не на весь период выживания там 10 уровней, 3 жизни, а только на текущую волну. Да. Но это казуальщина. Ой, тё нахрен. А еще, возможно, гравитация на некоторых уровнях работает немного нестандартно. Да, вот, например, тут и видно, что это как будто в вакууме. Тянется к краям, наоборот. Видишь? Нет, то, что когда он... ну... Вот. Привет, мистер Грин. Да, новая презентация. Видишь, даже вот отдача его начинает сильно уносить. Как бы инерция идет и не гасится в любую сторону. Это больше похоже именно как в вакууме.
Ну, так вместо игры, у нас сегодня довольно-таки скучная презентация. Это да. Из плюсов то, что тыкают геймплей. Between September 22nd and 26th. So obviously that's pretty cool to deal with. I'm gonna go ahead and disconnect from this game too. And as a surprise, we are dropping game codes in chat right now. They're first come, first served. Ой, so коды, make sure you grab коды. them right away, okay? Ой, где-то у меня You can Steam go ahead был. and redeem those codes on Steam and find more information about that game on Steam, Spiderhack, and go to Ты что, spiderhack.com. успеешь? Ты думаешь, что успеешь какой-то из них заюзать? А вдруг? We have more game trailers, so take a look. Ну, удачи тебе. Я даже пытаться не буду. Там что-то про коды написали, но коды не показали. Ладно, идите нахрен. А это вроде уже где-то показывали. Платформер про викинга. Серьезно? Ага. Против имперцев. Не против имперцев, против этой... Как-то... Блин, что-то не могу сейчас слово подобрать. Как правильно их обозвать? Выглядит неплохо, кстати. А, это продолжение, да, Song of Iron 2. Песня железа, металла. Железо. I'm Patrick McAvina. Ой, ни хрена себе, сразу к следующей игре перешли. Вот это Ну, поворот. Да. Вы это предупреждайте хотя бы, а то сердечко может прихватить. Два трейлера подряд. Лягушка в мехе. Похоже, знаешь, на фи. Фе. Ничего не знаю, я ту игру буду обзывать фе. Мне без разницы, как правильно. Ну, фи надо было петь, а здесь сражаться. As you fight back the corrupting forces of entropy, you'll restore these dying planets to their former glory. Watching worlds transform Еще одна игра, где надо ощущать зараженную местность. Да. Ну, это можно как аванпостам относиться в Far Cry. Или в Assassin's Creed. Вышки. Да-да-да. Надо захватывать вышки. Лягуха-джедай. Shoulders of Giants has been Кооператив. designed from the ground up to be an awesome experience to share with your friends. Online co-op games can be played with up to 4 players, each controlling their own frog and robot duo. На If четверых. you really want to work out your relationship skills, you can play in our unique best friend mode, where one player controls the frog and the other player controls the robot for total co-op mayhem. И прыгнул он со скалы. Ну все равно лягушка в мехе. Ну что, выглядит забавно. Лягушка с дробовиком в мехе. Кстати, в кооперативе бы я бы эту игру прошла. А нет, вчетвером. это не дробовик, это револьвер. Shoulders of Giants is the only video game with a frog in it. И сразу третий. А значит, получается, вся скучная часть позади, впереди интересная. Окей, ладно. Живенько. Хелсинга. Это случайно не от создателей Doom? Это шутка, если что, опять же таки. Типа, попахивать тем же экшончиком. Вот. Одна из игр, в которой я планирую поиграть в геймпассе, когда его буду брать. Хелсингер, говорят, среднячок.
Как минимум Не там знаю. музыка классная. Я говорю, ну вот это вот реально похоже на Doom. Просто Визуально, да. немножко в другом виде. Но только это ритм игра, Вижу, а не вижу. чистый шутан. И явно лучше, чем BPM. BPM был довольно-таки скудный по музыкальному сопровождению. Уже доступен. Ну, у меня с ритмом проблемы. Да, и там еще, да, с телеграммой были проблемы. А тут все зашибись. Визуально выглядит как Doom, но при этом... ритмичный, скажем так. A lot of cool games on display right there, though, right? Little thing for everyone. Song of Iron 2 obviously looks dope. Shoulder of Giants. I'm excited for the best friend mode. One person controlling Так что сегодня должны добавить Hellsinger в Game Pass. That'll be an explosive experience. Надо будет его там, это, список желаемого закинуть. На будущее прохождение. Хорошо тебе поиграть. А про лягушек в мехах тоже добавят в Game Pass же, да? Кстати, там не сказали про Game Pass вроде. And oh, look at that! Rob Key Hot. Metal Hell Rising is probably the game I'm most hyped to play this year. Yes, Metal Hellsinger is going to be amazing, right? А вот Song of Fire, получается, и первая часть есть, но она, наверное, совсем пиксельная, да? Не-не, она прямо так же выглядит. А ты, наверное, ее уже забыла. А я что, ее проходила? Нет, не проходила, но точно видела. Она вроде даже не настолько уж старая, чтобы ее забыть. Я уже испугалась. Ты меня просто даже напугал тем, что может я даже в нее играла, а оказывается я и игру умудрилась забыть. А еще я помню, что вот где Metal Hellsinger какая-то популярная группа треки записывала. Но не помню какая. Александра, наверное, вспомнит. Просто у меня с названиями постоянно плохо. Ну вот, первая часть Song of Iron вышла 2 года назад. Ну, если я не забуду после трансляции, скинь меня, я хоть погляжу. Так, вот, как раз таки... какая же там группа была? Это в Хелсинге. Но саундтрек, согласна, очень приятный. Даже мне нравится. И там вроде бы даже орут, но не орут так, чтобы уши вяли. Вот. Вот System of a Down, точно. Довольно известная группа. Даже те, кто их не слушал, как минимум слышали об этой группе. Вот еще это там из группы Soilwork. Никита точно знает эту группу.
everyone. Welcome back to ID at Xbox, the Fall Showcase. That was Metal Hellsinger, and it was a good time, right? Obviously, Crusader was doing a wonderful job. Better than I think what I Даже у do. меня в плейлисте есть несколько треков с War'Ka. Spider Heck happening. Welcome in, everyone, and welcome to the show. As it turns out, we have a lot more stuff happening today. We've already seen things about fishing, tons of indie games, more interviews, gameplay demos, and along the way, I want to make sure to remind all of you, you can co-stream this event. So if you're not doing that already, go ahead and grab your chat. Watch it together, co-stream it together, and the most important part about this entire experience is all of you watching right now. So all of your comments, like all of you commenting right now, #SpiderHeck, can come in here, commentate and chat, and we may feature you right down below to add to that live experience. Another way to add to that live experience is by doing interviews with devs that you can post questions to as I'm asking them questions too. Questions too. Up next, we have another game and more guests. We have Stefan and Alexandru. They're the devs of Moonscars, and that's an action-adventure fighting game that pushes the limits of your combat skills, where you master new abilities to progress through an unforgiving, non-linear 2D world. You'll face off against relentless darkness that seeks to destroy you. Now in Moonscars, every death is a lesson learned, and as you overcome each challenge, new truths will be revealed. A lot of good stuff to listen to. Let's watch it too. Trailer time. Ладно, окей. Пока он болтал, пару игр успел услышать. Но вроде как сейчас показывают Moonscars. Да, я, кажется, добавил ее в свой список желаемого еще, когда первый раз ее показывали. А тут же некрасивые пиксели. Она чем-то напоминает Бласмус. Бласмус покрасивше чутка пиксели. Не общие арты красивые. Какой огромный кот. Мейн-кун, наверное. Они же как раз где-то такие по размерам. Да не, они даже больше. Бывают. Да, вот Moonscars. 27 сентября выходит. И тоже будет в геймпассе. Так что сможет, есть что по геймпассу поиграть. Stefan, Alexandru, thank you for joining us. How are you both doing today? Thanks, I'm doing great. Thank you for having us. Sure, appreciate you being here. And now it says down below, Stefan, you are art director, and Alexandru, lead programmer. Hey, we had the same matchup earlier, so this will be great. You can answer all the questions possible for this game, and if you haven't seen already, chat is already super excited for this, saying things like I'm getting Castlevania vibes, or I love the look of this game, I dig the art style. So Stefan, you gotta have a little feather in your cap, reading things about that. Комментарии. Вы смотрите эти игры. So how'd you go with this art direction? What inspired you? Yeah, thank you. I guess sharing Мне a passion нравится for traditional art. I'm a big fan of арт-стайл. oil paint, and Аркс, привет. we took that into Не our знаю, как будет style, грамотно перевести into pixel art, арт-стайл. so the result looks like something that many people call like Скорее, как графический стиль. oil paint or like Да, pixel да, да, art. так и есть. But it also was it came from our limitations. Since we're a very small team, we only have like, for the most part, we were only 1 or 2 artists on the game, so we didn't have much time to go into very many details. And Ну, в общем, за то, что там все так готично, ответственно именно этот человек. Enjoy it. Yeah, they really do. I mean, 1 or 2 people. Да, если что, ругаем все его. And it's already being appreciated, so you should be very proud of yourself. It must be nice too to take something you already enjoy, oil painting, and bring it to life in a game. And speaking of Это bringing Xbox things to шоу, life, Alexander, инди-игр. as we look in a Мы game like смотрим, this almost что будет Metroidvania выходить в style game, ближайшее время. there's a lot of different ways you И can build большая games часть из like этого this. будет You're always выходить looking to в bring геймпассе. something new. Да. What is it that you had a vision of in this game? Вот, к примеру, Moonscar. Думаю, может, буду проходить. Выглядит неплохо. Да, вот геймплей показывает немного.
Ну, прям реально на Бласмус похоже. high risk, high reward game. But we Только потемнее. unlike most of the well-known games of the И genre, он we тот also жирный wanted to котяра. have very С fast-paced рогами. combat because we thought that's what best sticks Рогатый with кот? 2D. And Сейчас с ним явно Я не все чисто подозреваю, что тогда. это рога. I will say one thing though. I want you to finish your thought, but at the same time, I'm looking on the screen, and everyone else is going to point this out too. I see a cat. All right. And as a cat owner, this is very important. Ведущий Stefan, тоже I saw обратил your внимание на reaction, кота. all right? This is very important. Cats are super important. We gotta know right Котей away. все любят. What is the interaction with the cat, and of course, can you pet the cat? По-моему, это какие-то, блин, там мельком можно было увидеть это ветку прокачки. Там буквально быстро через нее перелистнул. The way how you can interact, it basically it tells you a lot of bits of stories. Точнее, не ветку, а дерево прокачки. In your quests, and if you find the items that he is looking for, then he will. You can exchange it with them, with him. Еще во время боя какая-то полоска набивается, хрен знает для чего. В плане ты кот. Может, для спецатак. Is a companion for the most part of the game, so not really a companion, but еще и отхил работает, и где можно в это играть, где сейчас хил. 100% describing an actual cat. They're kind of a companion. Well, I mean, they're like a roommate. Хотя, может, он просто здесь использовал. Ну, играть Dark Souls. Перестанешь надо мной шутить. Не Dark Souls, а Souls-лайки. Переводи просто к общему жанру, а не к определенным играм. Yes, so we play as Grey Irma. She's a clay statue that was brought to life by our main antagonist, много и... And sculptor Я sometimes поняла тебя, не надо разъяснять. king of these clay statues. They were made in the image of man, of the real people, and so they share their traits, their thoughts, their personality, and at some point Я не тебе, Андрей, я Экосу. Ну а так, да, если ты кот, то ты всем нравишься, поздравляю. Не всем, у некоторых есть аллергия на шерсть. Они ненавидят котов. Слушай, ты доебываться решил, скажи мне, пожалуйста. Да. А вот и босса решили показать. Одного из. That all lines up properly. Yorkshire Bother said, "What's it like in terms of difficulty? Is it a Hollow Knight-esque experience? What are we talking about?" Hollow Knight сравнивать. Ага. I think it's pretty difficult. Obviously, it was. Ты услышал заветные два слова. It was inspired by Souls fans, but also we hope. Но немного не в том контексте, в котором хотела бы. Не в этом дело, я бы не стала сравнивать ее с Hollow Knight'ом. У Hollow Knight'а куда больше механик, и сравнивать эти две игры немножко, не считая платформинга, немножко неправильно. Вот я говорю, вот она реально больше похожа на Blasphemous. Ну просто видишь, в Hollow Knight более на слуху у народа, чем Blasphemous. No one puts that in a game unless you are going to encounter a lot of deaths, right? А You're not going to just play a regular game. С ним легче сравнивать как раз таки в пользу познаний, да, узнаваемости. То же самое, что вот недавно понятно, Souls-лайки, многие сразу же Dark Souls, все. Как будто других соус-лайков и не существует. So we really put a lot of care and time into it to make it as responsive and smooth as possible. And I think we achieved it. So. У него есть умение рикошетом бьющее. It shows. Honestly, I just saw a really cool ricochet attack takes place, and also on the far wall, on the far right-hand side, I saw what looked like to be like a hidden room. Like they were fighting an enemy, the enemy got knocked back into the air through a wall. They progressed right, and there was a room that was not highlighted, which gives me feels about Metroidvania games. Can we expect a lot of that? Yes, we'll have a in the best traditions.
А у меня вот и один только вопрос возникает. Почему у него ХП внизу слева? При том, что вот даже вот и ячейки статуса показаны вверху слева. Почему ХП внизу? We also will have to travel different parts of the world and search for. Ну, там еще какая-то полоска. Я думаю, они решили интерфейс взять из соусов, а механики из Бластмус. Но мне, например, крайне непривычно видеть хпшки внизу сейва. Ну а всех же соусах разве нет? Оно не снизу? Вверху. Вверху. А вот Stella Rising, оно внизу. Do you help this person because you feel like it's going to benefit you in some way? Or maybe is it better just to say, nah, I don't want to do that? Axion 2 says, can you change weapons or is it only the two-handed sword? И, кстати, нам уже по второму кругу показывают все. Да, я вижу. Тот же трейлер. Well, obviously on top of that we have a nice set of spells that we can use and like stones that provide us passive bonuses, and we can mix them up to make. Не, ну ладно, вот то, что вот умения показаны внизу, это я могу принять. Хотя, блин, обычно так и бывает. Но вот эффекты пихать вверх, но при этом ХП упускать вниз, это немного странное решение. Reckless, give me all the offense. If I don't block, I guess that's on me. I hope it works out. So the fact that you can have some kind of system of boons to help you out through that sounds really, really cool. Hexagon with several X's and G's asked, Я правильно прочитала? Приветствую на канале. No, we are not linear. Я уж подумал, что где-то на трансляции на экране что-то такое написано. Начал искать. You will have to explore it yourself, sometimes do a little backtracking, though not so much. We let the option to travel. Ну, во всяком случае, это не похоже на Грайм, это я точно могу сказать. Я бы в это попробовал бы поиграть. Не могу сказать, что хватило бы нервов. Я так хотел давать до первой сотни смертей. Ну, слушай, в Hollow Knight я умерла 500 с хером раз. Я же прошла игру. Я в том Dark Souls меньше умирал. Но вот и насчет этого Elden Ring сказать не могу, там не было счетчика. Но и умереть я там точно скажу, я даже Боря умерла 100 с чем-то раз. Умирать мое призвание. I think it's better to just wait for game to release and see like what's a number that we most often encounter from the players before answering that. Александр, я бы скорее сказал, что это больше под Souls-like смахивает 2D-шный, чем под рогаек. Ну, как этот еще был... Как он? Salt Sanctuary, Salt and Sacrifice. Ну, 2D Souls-like. Вот насчет Блазмуса я сказать не могу, я в него не играл, в него играл Кэрри. Это она может с ним сравнить. Но я видела двухчасовую презентацию Зулина. Если 2 часа показывают одну игру, это не игровая презентация, это просто... Обзор. Обзор, ладно. Ну, все равно, двухчасовой обзор механик. Ну, все равно, блин, это скорее просто показывает геймплей, чем обзор. Нет. Там вплоть до экселевских таблиц. Сколько что чего бьет и как задумано. Не беси, Экос. Блин, это тогда задротский обзор. Ёб твою мать, Экос. Ну реально. На 2 часа. Ну ё-моё. Чё так много? Потому что было о чем поделиться. Слишком много диабзора. Мне 5-минутного вполне хватит.
Можно everyone обрезанную will be версию. motivated to unlock everything. If not for the strongest asset, at least to play it and see how fun it is. And yeah. Personally, I Ну, у тебя аллергия на них, personally, I like to unlock everything, since for me everything Ну ладно, is значит, fun все-таки to use, ближе so к Аргайку. I like to have as many Будет options сегодня as что-нибудь классное? Разыграл Я демку. не знаю, что в твоем плане имеется в виду под классным, Лукас. Скорее всего, AA и AAA проекты. Everyone who keeps asking what game is this, it is called Moonscars, and we gotta ask both of you, Stepan, Alexandria, first, thank you for coming through here on ID at Xbox, but where can we find more Оно еще information не about this закончилось, game, да. should we choose to? You can find more info on our Twitter. Мы ждем игр. Не поверишь, Лукас. Да, нам их потихоньку показывают. Медленнее, чем мы планировали. We'll be waiting for you. Не, ну ТГС я транслировать точно не планирую. Потому что если там что и смотреть, то обычно либо в то время, когда я сплю, либо когда работаю. How about that, gang? Moonscars. And of course, you can go on the Twitter, Moonscars Game, if you want more information that way. So tune in. Разработчики игры Moonscar. А так я без понятия, кто эти Семенов Рамонов. Я наугад ответил. Я и говорю, либо когда сплю, либо когда работаю. Начиная с 4 утра и все до вечера там трансляции. И так 3 дня подряд. Who is one of the devs of Ghostbusters Spirit Unleashed. And I've seen a few Ghostbusters сейчас in chat покажут. today with Ghostbuster-related names. So guess what? You get to immerse yourself in the Ghostbusters universe as you protect И это or который haunt этот multiple мультиплеерный. unique locations throughout the game. Призраки That sounds против exciting, охотников. right? Ghostbusters Spirit Unleashed is fun, Нет, это не family-friendly, VR-ный. and allows for all levels of player ability. Slime or be VR-ный slime. это Play up to фасмофобия. 4 friends. You can play solo as a new member of Ghostbusters, or you can play as a ghost. And guess what? There's our trailer. Check it out. Yeah, we saved the world a few times. But between that, we provided a needed service to the masses. That's where you come in. We're passing the torch, or better yet, passing the particle thrower, giving you the tools. Now let's see if you have the talent. Keep your head up and your equipment Оригинальный трек. We're a team working together to watch each other's back. Вот только я не помню, это тот, который под тип ДБД идет, и тот, который под тип это команда на команду. You have the chance to see firsthand what exists on the other side. Catching ghosts is only the half of it. So you want to play as a ghost? Скорее всего, команда на команду, смотри. Не, просто и такой будут выпускать. Да-да, тут и еще один из старых актеров, как наставник у них будет выступать. Everyone, welcome back to ID Xbox. This is Ghostbusters Spirit Unleashed, and I'm joined by Jordan, Но он the чисто в роли design наставника. director. Welcome. How you doing, Jordan? I'm doing great, Adrian. How about yourself? Лукас, самое печальное в этом всем то, что нам показывают игру 30 секунд, а потом минут 5 они разговаривают. There, is that coming through? Cool. I said I was good. Попутно How about показывают yourself? How геймплей. you doing? You know what? I read your lips and I thought you said that. А Thank Света you. I'm просто feeling perfect. I'm feeling okay. кошку увидела. I'm a little intimidated because this game looks amazing, and I feel like you're really Про good at it. Мунскэре или вот здесь кошку сейчас увидела? Вон здесь кошка. Но ее сложно не увидеть. Которая просто уткнулась куда-то. С ошарашенными глазами. Я в телевизоре. Ни хрена себе. Что происходит? Мама, я в телеке. Ага.
just been an absolute joy to work on, and there's just so many different things. Oh, great, nice. Не, у него реально взгляд какой-то ошарашенный. So you don't have to look at me while I talk, but yeah, I'm super excited to be here, so thank you Ну for а having прикинь, me. она сидела, точнее лежала, спала, а потом тут неожиданно хозяин начал с каким-то другим дядькой что-то разговаривать громко. Вот она и охренела. Типа спать не дают. The top of the hour, they're like, "Hey, what's up? When's this?" And guess what? You're the that and this. That's good to hear. I mean, we've noticed there's a Может, very это сама по себе diehard Честно такая? признаться, из всего, что сегодня показывали, мне даже первая игра кажется куда интереснее, чем все остальные. Не считая Мудскара. Это который про мелких, что ли? Нет, это та, которая... Не, я это... Ну, у меня тут про фильмы говорят. Про охотников. How much Ghostbusters did you have to watch to get this started? I mean, so much. We've been known for working with a lot of these different IPs in the games that we make, and it's extremely значит, important геймплей to нам look не back будут at the показывать source живой. content material. And Ghostbusters is just as true as any of those. Ну, And to ладно, be able не to- живой, ну, to, по крайней you know, мере, not only нормальный кусок recognize this as геймплея. something that pretty much everyone Просто that's трейлер worked at the заново studios grown up показывают. with, kind of in different sections too, because you got Увы. fans of the original, you got fans of Ghostbusters 2, the animated series. There's just so much content there, and that was a big Не, я part говорю, of any единственное, time что я не we're могу starting to спорить, build то это something будет like this, is we 4 go на back, 1, то 4 we на look at all 4. the minute details throughout all the different pieces of media that exist, and try and make sure we translate that into the gaming Повторю, судя из experience. 'Cause того, what's что more important показывают, about a выглядит Ghostbusters так, что game than 4 на feeling 4. like it's a Ghostbusters game? Нет, тут просто нарезка, поэтому по нарезке особо-то и не поймешь. Но это может быть что-то в духе Evolve, который, ну, который, кстати, недавно сервера воскресили. Довольно необычно. Там, ну, тоже вот подобно было. Один игрок играл за монстра, ну вот, там по локации можно перемещаться, там это... становлять сильнее. И 4 охотника на этого монстра, которые должны его найти и уничтожить, стараясь сделать это до того, как тот прокачается. Потому что если тот прокачается, то становится очень мощным. We're showing more and more of the Ghost gameplay as things come along, and it's an extremely different experience because you are. Кстати, можно будет даже как-нибудь попробовать в него сыграть. Компашкой, он бесплатный в Steam. А с учетом того, что сервера воскресили, так еще лучше. And it's third person as well. So coming back to the Ghostbusters side, it's a first-person experience where you are clearing the building, trying to find this ghost. You know, you get to use all the iconic gear, and what better way to kind of portray that is from a first person's perspective, where you can feel that gear operate and feel the power of it, and when you're going around and busting these ghosts. I am so happy you brought that up. That's such a good idea to switch between first person and Я third person. единственный в Wolf не играл очень давно. Ну, запускал, когда он еще платный был. You want to hear all the noises because those are things that are tied to memory. So when you're in another room, if you hear a certain noise, if you watch the franchise in any portion, you know right away what it is you're listening to, right? That's gotta feel really good. Ну, блин, они, можно сказать, тогда среднюю немного не угадали. То, что тогда еще не было моды на подобные игры. А вот, когда появился ДБД, ну, про игру уже все забыли. Looks like, but when we're going into the particle thrower and trying to make sure it's like, hey, when people imagine Но там именно было противостояние монстра против охотников. А не так то, что маньяк бегает и от него надо шарахаться. А, вот, показывает геймплей. Jordan Gonda. Great reference. Yeah, yeah. You can first. I'm first going to call out that we do have a big part of this was we spent a lot of time in the character customization realm for this game. We're not going to be really showing any of that, but you can take a look at our characters это получается вот показывают хаб сейчас. We've spent a lot of time in making sure that you get to
make yourself or в котором можно еще и бегать. Вот, 5 человек. Один из них, получается, будет призрак. Or the boots, I should say, and kind of taking on that role to help out at the firehouse. So that's what's possible. I mean, you can see my strong jaw that spent a lot of time carving this thing out. So it. При этом глава команды 51-го левела. Все остальные первого. Мне кажется, это немного нечестно. Думаешь? А ничего, что игра вообще еще не вышла, а он уже 51-го левела. Yeah, and that's another thing we have is the Ну хотя они же разработчики, они могут себе позволить. Я знаю, что это войти работать разработчиком игр для того, чтобы играть в игры только из-за. Mess with gameplay and like start to choose and find different ways to upgrade, not only visually, so the equipment starts to turn into something completely different. But also gameplay-wise, there's a lot of Ты просто не вникаешь в нюансы профессии. Но это уже нюансы. Это не важно. Ты представляешь, сколько раз ты в нее переиграешь, и при этом она еще выйти не успеет. Как она тебе уже надоест, а тебе нужно ее будет заново перепроходить, заново, чтобы находить баги. Это ты говоришь про тестировщиков. Тестировщика, да. Там буквально один момент просто это... затыкивать. Просто чтобы проверить разные вариации. Стоять это, бить одно и то же дерево 3 часа, чтобы проверить, а багует или не багует. Но это мелочи жизни. Ну а ты как разработчик будешь все эти элементы перепроверять за каждым. Как тестировщики справились, арт-дизайнеры справились и так далее. Ну смотри, нам получается один заход сейчас покажут. Как это выглядит, как это работает. Ну да, как бы по геймплею, мне кажется, это будет ближе именно к Evolve. Призрак и это охотники стартуют в разных местах. Призраку надо ходить это... Убивать их. Не, как бы это... В первую очередь ему надо будет именно шугать все налево-направо. Не знаю, ну, как у него все равно... Ну, блин... Нет, смысл сформулируй, а потом выскажи ее полностью, а не обрывками, пожалуйста. Да и у меня просто нужные слова не лезут в бошку. Блин, надпись вверху загораживает, скотина. Что он тебе там загораживает? А видишь, там что-то проценты еще идут. Бродячий вкус. Показатели этой штуки? Да вот хрен знает, что там именно показывает. Возможно, как и в Evolve, тут он не сам предмет влезает, а он его копирует и может им двигаться. То есть это как в Пропнайте. Ну вот, короче, возможно, призрак может как-то еще усилился со временем, как и в Evolve. А может и нет. А вон еще мелкие бегают. Но они этого побили, ты не видел? От него отвалились вот куски мелких. И, возможно, это у него как способность мелких выпускать. No, but that's what's great about it is like we've spent a lot of time as well from our previous experiences in making these types of games. Еще и скалопей грева есть. Extremely important to build out
the ability for these AI to take over and help you. There's a lot of people that Ну sometimes да, don't like возможность playing with other искать players, призрак, right? So естественно. to be able to give them an Но opportunity to показывать just jump чисто in and выше, play, ниже. regardless if they have friends to play with or want to Вроде really как. play with anyone at any given time. The AI fill that role and they jump in and they're able to competently move through the match and do whatever Короче, разница a в player высоте. can't do. And look at them finding me right now. This is okay. I'll let you get Ну me было бы just so you странно, can если бы get тебе он a прямо feel вот of точное the местоположение tethering that's показывал happening. бы. I like that. I'm gonna let you get me. Это да. You broke the tether? Why would you do that? Да, это больше Да, похоже это как на скорее его способность. Look at that, the little minions. That's so cool. I can clear the slime off of me. That is fantastic. So now imagine that. Oh, А, вон это Build oh no, and go ahead. Count. You go. I was just gonna Ну, say, как это будет правильно imagine as you перевести? progress the game, there's gonna be so many different upgrades that you can do to make this so much easier along the way for both Не sides, знаю. right? The different ways to manipulate people into doing what you want them to do. Yep. Yeah, we have a bunch of different ghosts that will be unlockable. Да хрен его знает, We've вроде shown кто-то off a few, играет you've в seen Prop sneak Night. peeks of a few of them throughout the trailer. You saw a few other ones. They'll have Но they all play very его нигде не differently, видно, like we've нигде been не building them in слышно. ways that just kind of, you know, lean towards different styles of gameplay. There's some Но that are его really сейчас вроде aggressive заменил and ВХР. very quick to respond to situations. And then there's some that are more about Всё равно без being понятия, very что это sneaky, такое. so. Well, Jordagonder, I had a great time. Unfortunately, we had Короче, одна Вероятно. малоизвестная заменила другую And I wanted 20 minutes малоизвестную. more. Все. I lost myself completely the entire time. So I need you to help me out and let everyone chat know details about the game, where they can find out more. The spotlight is yours. Well, yeah, we are launching Без on October понятия. 18th. You can check out any news and updates at ghostbusterssu.com or on Twitter is probably another good place. It's ghostbusterssu as Но well. вообще истинный Prop So, Night это Very игра excited. Prey. Thank you again for having me. This was a blast. Yeah, thank you so much, Jordan, and thank you for giving me Ты the про podium, making me look мимиков-то. good too. Да-да. Making that very humble. Мимики это топ. Oh, of course. Anytime. Thanks for stopping in, man. А кружка это кружка, See а стул это стул. How cool was that? How fun was that game? Man, I love ID at Xbox. I hope I made you all proud. I wanted to play more of that game, but hey, you know what the good news about video Когда games ходишь, is that when you оборачиваешься и play говоришь, one что good game, я you know знаю, you что have ты like где-то 10 more здесь. around the corner Ты that меня are не just as обманешь. good. And it turns out we have that, and even better, we have trailers for that, right? How about looking at a brand new set of games, and even one that has surprise DLC? Take a look. И, кстати, в Prey там еще это DLC-шка была. А может и не DLC-шка, а просто как Mooncraft, да, это все-таки DLC-шка была. Вон, это как раз таки с попнайтовскими элементами. Мастер парковки. Он уже доступно. Насколько я помню, эту игру в Game Pass хотели добавить. Так она и называется там что-то вроде экстремальной парковки. Ну да. Не, я имею в виду именно само название. А, вон Александр уже скачал, уже потыкал в геймпассе его. You suck at parking. Парковка с препятствиями, я бы так сказала. Экстремальная. Опять-таки, ее что-то можно, вот знаешь, наряду с Fall Guys. То есть так же, типа, миленько, безобидно. Немножко, конечно, машинки взрываются, но баловаться. Чисто да. так пофаниться. Подожди-ка, это Вальхейм? Вроде то что-то из выживачей. Ну, похоже очень на выживач. Да-да. Это Очень угарное Вальхейм. название. Это дополнение Вальхейма. Слушай, я эти леса и камни рубила последние 3 месяца.
Обновление. Ура, мы его дождались. Глазей. Глазею. Вот. А, это версия 1.0, что ли, выходит? Вот. — 29 сентября обновление. Ну да, вон в Game Pass выходит. И в геймпассе еще будет. Не, ну раз, да, закидывают в Game Pass, то, скорее всего, уже выходит из раннего доступа. City Skyline. Видимо, тоже решили запихнуть его в Game Pass. Он еще и это, новый контент. Хочешь город построить? А разве City Skyline, она не 11-го года? А хрен его знает, какого она там года. Она достаточно такая. Но, блин, как видишь, для нее все еще обновы выходят. Ну, людям нравится, да. Не помню, чтобы там была такая детализация вещей. Не, ну вообще, знаешь, Александр, и в геймпассе есть несколько игр, которые находятся в раннем доступе. Например, от Grounded я точно знаю, он пока еще в раннем доступе, вроде еще не вышел в полный релиз, но уже висит в геймпассе. Вроде я еще какую-то игру там видел, тоже по раннему доступу. Сейчас так вот не скажу. Plazas and Promenades. DLC? Да, DLC. How about that, right? I promised you more trailers and more goodness, and you got exactly that, right? First and foremost, Valheim, September 29th, coming to Game Pass. Listen, not everyone has the ability to play on PC, and play on Xbox is a big deal, and if you can get cross-play later on, then you know it's going to be a good time. Joe Viola saying, ну, теперь можно поиграть в Valheim по геймпасу. Можно будет. Right? Hey, Ron, how are you? And you suck at parking, by the way. I played that. Хотя, в принципе, через пару недель уже где-то. На 29-го. It is fantastic. It's got a ton of challenges. The way you navigate the cars to park in the parking space is tons of fun. A great pick up and play or 3-hour type game. And of course, City Skylines DLC, right? Динозавров онлайн кооп. How 300 brand new assets. А что у нас было про динозавров онлайн кооп? Number one, You Suck at Parking is now available on Game Pass. So hooray, we love that, right? And available for purchase right now. The City Skylines DLC. Давно уже не в раннем доступе. Game Pass subscriber, you will get 10% off of that. And not to go back to you again. Ну вообще что-то показывали про динозавриков на E3. Там арк второй показывали. Ну, где первая арка периодически еще DLC-шки выходят. If you want to see more of City Skylines and making it a better experience, но я не могу вспомнить, что там еще про динозавров онлайн кооп. But in the meantime, you can watch Zen Katie playing City Skylines DLC. Мир русского периода, как бы вторая часть вышла. А ее разве можно в коопе? Нет, в том-то и дело. Вот и я о том. Everything's fine, right? It's fine. Just tell me everything's fine, please. It's fine. Oh my goodness. Ну, блин, показывать геймплей игры, которые стоят в обед. How do I want this to go? Alright, I'm gonna delete this. And then I'm going to do this. And then do that. Okay. And then we can add, we'll add our hospitals and stuff like that. Okay. So we'll put a hospital here. Мне кажется, проще было просто завтра итоги посмотреть этой презентации, чем вот сейчас ее смотреть. Но кто ж знал? Did I already put a fire station? Yeah, and I already put police. Okay, so then on this side. Есть трансляции, в которых ты уверен, что там будет мало болтовни?
So we'll do Есть. an elementary school. I guess I'll just put them all Ну, в together. следующий for раз now. мы будем именно And их hopefully that will транслировать. help Но this whole таких немного. situation. University. Okay. So I think. All right, let's press play. Hopefully that will help a little bit. The mayor supports it. Use it. Oh yeah, the Я и library про это too. думал, что Smart, тут smart, будет smart. Yes, не так уж library. много болтовни, но Public на 100% тут не был library. уверен. Okay, yeah. And then we'll put that there. Но как видишь. Okay, let's do that. Let's do that. Я Love a good ошибался, library. да? Of Да. course you do. Признай, я просто, я course. ошибался. Okay. So what's going on here? So Ну, просто not enough такую вещь educated. заранее Okay. не предугадаешь. I think it's gotta catch up. It needs to catch up a little bit here. Да, его уже Needs to показывали. catch up. I am so happy I moved into Оценка a Fire city 2. that already had да, all this. это Wow. было. Okay, why is everyone sick? Oh, someone just died. А ты что, отходил в этот момент? No. Wait, someone just died. Oh no. Okay. So wait, I only have one cemetery. Does that? Oh no. More people are Ну, dying. My city is сочувствуем. Выглядит он dying. довольно-таки неплохо, и Oh, and they don't единственное, have что water. смущает, Oh, это dear. This is a- штурмовики, This is a disaster. Okay. которые из бластеров стреляют. Oh no. Okay, wait. So. Вроде бегаешь викингом, но откуда-то берутся штурмовики с бластерами. Put that one over there. Oh, that made them happy that there's a cemetery. Подари людям счастье. Oh, wow. Okay. There's another one. Hey everyone, you are tuned in right now to the Idea at Xbox Fall Showcase, wherever you may be watching. But I'm your host По right мне, now, так они Peter на Green, and I имперцев wanna не say особо thank you смахивают. so much. No, I know it sounds like we're leaving. I should change the tone of my voice. Thank you so much for watching so far, right? Because the day is not over. All of you in chat Какая right now have been разница? Их talking все about равно the не должно storm, быть в about мире all your favorite викингов. gaming moments, the Это games you're да. looking forward to, being kind to each other, and Florida Poppy, great old school image right there, Грандиозный but can't be шоу-кейс. loaded. Ты I love серьезно? that. Occasion is the best. Don't say nice А things в about каком me. месте? Everyone, you're gonna make me blush. Не, ну, наверное, если бы мы сидели, понимали английский язык, то было бы гораздо проще. Но все равно нет, я бы не назвал даже в таком случае его грандиозным. A Souls master, by the way, great speedrunner and a great co-host. Graphics Becca saying, "Oh, City Skylines, I love those kinds of games. They're fun, Мало right? Because you трейлеров. can take an idea of what you think a Но city просто or после world этой should be, презентации у меня and you есть can два build that. варианта. Либо Or you can make it, нас worse. закинуло в прошлое Or you can make it неожиданно, like и мы something else you're смотрим unfamiliar with, or something you are игры, familiar with. There's always как different City ways you can play a video Skylines, game. And the там good news is, Ghostbuster, right here, you all have been которые making it уже very вышли. enjoyable, and there's Да-да-да, just Андрей, я still примерно more сейчас себя games так to же play. чувствую. I know, Carnage. So many Вот. ID Либо нас Xbox закинуло games. в And they're all будущее. indie-based, and I love me some indie games. Someone just call me daddy? На мой жестоко Our next настоящем. interview is with Да. Nicholas, the game designer at Yinglet. In Yinglet, you jump between bubbles that float Не the знаешь, sky like обычно you're a вот space в Я dog. таком... думаю, As you закончится melt into через a 20 highly минут, reactive and dynamic Лукас. soundtrack Ну, created by знаешь, Yinglet's обычно вот в таком custom формате music software. болтология So we have a проводят trailer какие-нибудь to take a онлайн look. мероприятия. Ну вот, когда Ну, не поэтому могут мы их и не провести транслируем. оффлайн, и все просто полностью проводят онлайн. И из этого много болтают. Как это было вот в прошлом, позапрошлом году. Когда из-за короны не могли проводить мероприятия как положено. Тогда это тоже много болтали. Надо же было как-то отыгрываться. Но я планировала сегодня только вот на инди-игрушки посмотреть, чего, как видишь, не сильно удалось. А потом пойти в ранговые без стрима. Да, нас немного разочаровать сегодня. Не, игры, конечно, были некоторые интересные, но... формат так себе. Ну, опять же, это кому как. На вкус и цвет.
Я имею в виду форматы трансляции, а не форматы игр. Доступно для Xbox One. That was Yanglet. This is Nicholas. It looks outstanding. Hello, Nicholas. Introduce yourself, please. What it is you do. У меня старая верка примерно так же работала. Oh yeah. Well, I'm the game developer and programmer and musician on Ynglet, and I made a game together with my friend Sara Sandberg, who came up with the graphical style. You have done an outstanding job. Like, you couldn't see my face on the screen, but the entire time I was watching that trailer, I sat like this. Just mouth agape, looking at the reactions, and Paul Shack right there in chat has the right of it. I love any games with reactive sounds like this. Ну, блин, на Xbox обычно презентация интереснее, когда еще фильм выходит и что-нибудь болтает. How does it start? Oh, it's we originally made a game at a game jam, so we created the original version in 48 hours. And, на этой презентации нет фильма, поэтому она не такая интересная. Artist who wrote 10 comic books when he was 95 years old. И если кто не в курсе, то Фи я обзываю Фила Спенсера. That's really impressive. Inspired by art. See, video games are art. Suck it, critics. Постоянный ведущий почти таких мероприятий. Ведущие-то меняются, но он чаще всего появляется на таких мероприятиях. Ну, чтобы о чем-нибудь рассказать. О каких-нибудь новинках на их площадке. Там, ну, о некоторых играх. Нет, тут его не видать. На этой трансляции он вряд ли будет. Я просто говорю то, что вот обычно он появляется и говорит что-нибудь охрененное. Что-нибудь интересное. That's the best source of inspiration, honestly, ever. I mean, that's the same way, like, I cook in the kitchen. I'm like, yeah, this is an aperitif right here, inspired by a recipe of a food I've never eaten in my life. So, obviously, you're doing something right because everyone is wowed by what we're looking at. So, how does this custom soundtrack work? It's basically I built the music software, and the music software runs inside the game itself. Ну вот, кстати, он появляется обычно как раз таки на мероприятиях, которые прямо где-то в зале проводятся, а не онлайн-трансляцией. So, you're telling me in theory what I could do once I've got a grasp of the game is I could probably put the game to the side, play it, and create my own soundtrack and just send it to friends and say, hey, this is actually a video game I was playing, but check out how cool it sounds. Yeah. I mean, I once did a DJ set where I played some of the music from the game by playing the game. You, for real? You did an entire Да. I was not only that. Вот так и есть, Александр. That is so creative. Like, that's such a brilliant idea, dude, to just be in there DJing, be like, all right, I got a new track for Тут ему просто выходить некуда. My game coming out pretty soon, so please buy it. Take a listen. What a great inspiration. How far into the game were you? Well, not you personally, because you made it, but how far into the game? Ну, кстати, да, если затрагивать Xbox, то Bethesda тоже недалеко ошивается. И там у нас тот вот купи Skyrim Говард. А он тоже любит куда-нибудь выйти и что-нибудь заявить. Но для этого, опять-таки, нет сцены, чтобы на нее выйти и что-нибудь заявить. Например, мы выпускаем Skyrim для холодильников. Да, пока вы варите суп, поиграйте в Skyrim. Да, скоро он появится еще и на экранах ваших термометров. Да и вообще на всем, где есть экран. Надо играть на холодильнике, поиграйте на микроволновке.
And then I've been Это, блин, примерно тот же прикол, что и это, с портированием Дума на любые устройства. И ведь Doom 3 реально можно сыграть даже на градуснике. Вроде я слышал, его даже в электронный тест беременности запихнули. I want to do this, so I guess I'm going to learn how to do this today. Oh, now I know how to do this. Great, now I can put it in my game. What a great way to build a game like this, right? And people were saying this man is what I aspire to be, so I реально кому-то нечем заняться, чтобы портировать игру на все, где есть экран. Ну, первый Doom позволяет это сделать, тогда почему бы нет? Да-да, и где-то тот год такой, если Doom такой может, то почему я не могу? Well, I mean, all the work you put into it and all the sculpting and educating of yourself really showcases this. So as you're going through these levels, if I'm playing right now, what am I looking to do? What's my indicator for progression? Системные требования Doom никаких. Просто чтобы кнопки и был экран. Все. By reflecting yourself on walls and stuff like that. Yeah, collect the thingies. Collect the thingies is exactly what Echo the Dolphin is about. So even though you've never played it, you're right on course as to what the game should be. It looks really good. It looks fantastic. Doom даже умудряется играть чисто с одной кнопкой. I guess I want to know, as you're winding down, is there anything that we didn't address that you want to make sure everyone knows about this game that we haven't discussed? Not anything I can come up with right now. Okay, just collect all the thingies, enjoy the music and all that good stuff, and maybe send you some DJ stuff along the way and your custom soundtracks too. Yeah, exactly. That's awesome, dude. I love this game. I love the idea of what it is, and I love your genuine passion for this. You can tell by the excitement on your face that you're really proud of this возможно, нам сейчас project. покажут еще Anytime, одну like I said, игру. if I see a game jam that turns into a real game, I know that game has put in work. So where И can на этом chat трансляция who's watching right закончится. now follow updates on Yanglet and find out more information about the game or you? Yeah. Ну так я помню, Doom даже в Excel запускали. Well, there's the Ynglet website, which is up there in the top right corner, and I'm also on Twitter on the name Niflas, where I tweet a lot about my development of various stuff, and I tweet a lot of Ynglet things there. Okay, so you can go there. Да вроде не только Doom в Excel запускали, я помню, как-то это... читал о том, как игры запихивали в Excel. Это ж надо было придумать, просто взять и в таблички запихнуть игры. Ну так... Да, Света, да. Наличие экрана и наличие кнопки, все. Хотя бы одной. That guy is awesome. Like, I love that guy. He is so cool. Like, oh, we got a full screen shot. Как у него получается быть таким счастливым в течение 2 часов? Когда показывают унылое говно, унылое говна. Ладно, это я уж... Конечно, с преувеличением. And in case you didn't hear, of course, you can go to yanglet.com. Так, наверное, потому он и ведущий, что может улыбаться в течение 2 часов. Or you can go to their Twitter to find out more there as well. And we're going to have some more trailers and more stuff happening. And we actually have one last set of trailers for you all to look at. And yeah, I know it's the sad part, right? It's the last set of trailers, but it hasn't been. Вроде он сейчас сказал про последний трейлер. Я поэтому и говорю, то, что по логике вещей сейчас должны как раз показать последнюю игру, и на этом трансляция закончится. Термос свекла?
ты так пыталась совместить с Терминатором? Ага. Туда просто свекла киборг. Но это больше, наверное, на редиску было похоже, чем на свеклу. Овощи обрели разум и пошли мстить людям за то, что те их ели. Что-то вроде того. Блин, почему это... После такой фразы мне сразу же вспомнился мультфильм «Полный расколбас». Кто смотрел, тот поймет. Трэш. Да. Особенно в конце. Угу. Финальная сцена. А и эта игра будет еще в геймпассе. О, еще трейлер. Удивительно. Оверкукет? Что-то вроде. Let's cook together. Причем вторая часть, да. оказывается, есть еще и первая. Давай готовить вместе. Чернобыльский помидор заявляет, что радиации там нет. Но это про ту игру, где это овощи были. Тут есть дракончик и феникс. И панды. И про игру понятно то, что ничего не понятно. Нет, это градострой. Вот что это понятно, просто в японском стиле. Китайском. Да, китайский именно. Не надо путать с японским. И уже доступно сегодня в геймпассе. Not bad. Ты видел, у него в самом начале рожа такая была? Чё за хрень? Да нет, рожа была то, что это было неплохо. Не, это уже чуть позже было. А как только кадр сменился... Чё за хрень? Чё за нахрен? А потом сразу переменился в лице. Там буквально надо было увидеть этот секундный момент. Where you could draw a talisman, and I got flashbacks to Okami. If you ever played that on the Wii, like your DS, those versions where you actually use the drawing portion, I love any kind of game that includes that kind of stuff. So I'm all in, and as I да, always say, there's never a good слышал time to это, say что-то there's ходили nothing такие to play, слухи because based о on фильме that, Марио. there's everything to play. I actually want to see some more of Amazing Cultivation Simulator, and maybe you do too. That's why we have Hey Kip playing right now on their channel. So we're gonna watch А так я еще планирую тут это, скорее всего, завтра. Да, вот текущий сериал досмотрю и завтра начну смотреть этот Киберпанк Edge Runners. Вот, кстати говоря, и Let's Play. Я так понимаю. Да, как раз таки вот и этого китайского градостроя. Чё такой медленный? Потому что он устал. Вон, видишь, у него энергии совсем нет. А ну шевели, сентяй. А где энергия? Я чуть не вижу. Ну вон, внизу же пишется, видишь? Пипита Кип, его ник. Все. Понял. И на энергии еще есть, должен шевелиться. А он не шевелится. Ну, перевес у него. Он доспехов полно на нем. Он же самурай. And then our god goes out and tells people how cool we are. It's true. What's up, Blues? Hi. We're building. Okay, now, Non, here's what you're gonna do. You're gonna take this body and you're gonna bury it. Where should we even bury this body? Where should a Она сама cemetery сидит и... begin? Что происходит, что Maybe just, like, in this делать? beautiful area? I don't know. Where do you put a dead body? Что делать, как с этим жить? Where's the best place to put a dead body?
Besides, I guess, a trunk of a car. There's no cars in this game. I guess it's just gonna be the ground. They do love the graves. They like the graves? Is that a thing we can build? Oh, we can make a tomb. Okay, okay. We're gonna build a tomb over here by this beautiful turtle, and hopefully, you know, the spirits will love that. And they won't. О, да, я смотрел тот фильм про Марио очень давно. I don't think I killed an innocent person, did I? Если я правильно понимаю, здесь можно разводить черепашек, буйволов. Ну или коровок. А хрен поймет. Раз они имеют разность пола. А Пипита Кип, он по-прежнему, я не понимаю, почему он такой медленный, потому что мне кажется, что у него просто тупой перевес вещей, и она этого не понимает. Она ж не показывает другие его. Она сейчас вообще вон по другим персонажам тыкает. Ну, другие-то персонажи быстро бегают. Да. Ну, у этого сейчас стамина кончится. Пока он... Еда еще. Да. Кстати, а чё он, как надпрыгивается мут? Не помню. А то он показатель есть. А чё он означает? Хрен его поймет. Ну да, немного трэшовенький такой, но забавный. Не сказать, что шедевр, но посмотреть можно. Is just loners playing a bunch of games by themselves, which I guess, you know, is that relatable at all? Is that relatable? I think so. But what if you played tic-tac-toe together? Robbing bandits kind of a great industry? Really? Может, нас рейданули уже на другого игрока, и мы об этом не знаем? Не. Да я шучу. Okay, non-sleeping. Okay, so we're just gonna let this hang out. Unless, do you want to bury? Can you? How long is this gonna take you? А, все, я посмотрел, мут это настроение. Да, у него отвратительное настроение, поэтому он никуда не торопится. И как видишь, показатель это высокий. И показатель считается этой галочкой. Я думаю, да. Like I know other, like food can. Okay, I think it. Okay, what's happening with this corpse? Why is there a timer? Is this for decomposing? А тут там две разные отметки, хрен поймешь, по какой из них смотреть. And this is ID at Xbox Fall Showcase. And just like an old cartoon used to say, bring games are now over. До скорой встречи. This is over too. That's the end of the show. I know, I'm sad too. I don't have a Да, это было скучное шоу, я чуть не уснул. But I'm happy that you are all here today to watch this with me. I had a fantastic time. Thank you everyone who tuned in to the showcase. Shout outs to Black Girl Gamers for putting it down earlier. Love that vibe. Да, слышал, мне еще со второй части о ней трендели. Да и видел трейлеры, когда выходили для третьей части. Ну, я в группе даже публиковал. I'm a two-person team. I have 4 years of game study. I want to submit my own game too. You can submit your own game. If you want to do it for the ID. Кстати, вот я именно со второй части о ней и услышал. Вы про Айрон? Мы про Эболу. The Xbox Tokyo Game Show will be streaming on September 15th at 6 p.m. JST, 2 a.m. Pacific. That is 5 a.m. Eastern Time. All of you are saying such nice things to me right now. Wow, я не планирую играть. Thank you. There have been a ton of indie games, and I look forward to a great deal of them. Inglet looks fantastic. Nipless was a blast the entire time. The Ghostbusters co-op session with Jordan making me look good. Born of Bread. All right. Anytime anyone tweets about Paper Mario, it's 7,200 replies that are usually muted. So if you want something unique and tailored to that style, indie-based, that's an area you can navigate to as well. Ты даже скучно обращаешься, господи. There's an entire team behind all of this. Да, надо обязательно нудятину развести. They make sure everything runs smoothly. They tell me when to say good job and when to say shut up, Adrian. Я по трансляции пытался придумать где то слово, которое только сейчас дошло. Описал бы всю эту ситуацию? Да. Нудятина.
any place you want to look, actually. You can find me, Okadrian. On Twitch, I've been streaming for 8.5 years, partner for 8, also a Twitch Я не ambassador, то, что я ожидал от Xbox. twitch.tv/Okadrian. Помнишь, у нас было пару трансляций, там, где сначала все трейлеры показывали, а потом уже после показа всех трейлеров эти же трейлеры с разработчиками обсуждали. Ну так это как раз таки было вроде Gamescom и еще что в прошлом году, и позапрошлом. И в этом году тоже была такая трансляция. Не, в этом Ну, я это такого идеально. не помню. Сначала весь репертуар, а потом те, кому интересно, остаются и слушают уже там подробности. Я не помню, то и в прошлом, то и в позапрошлом году такое вот было. Ну, как раз таки вот. Из-за того, что мероприятия проводили в онлайн формате, без офлайн версии. Ох, простите меня за такой стрим сегодня, честно. Пойду побьюсь башкой об стол, как мне Андрей скинул. А вам всем приятных снов, хорошего вечера. Пока-пока. Да, лучше бы я поиграл. Всем пока.